Друзья, привет! По традиции начинаем из метро. Как вы поняли, увидели из названия, у нас Кировский завод. Пойдем гулять по Кировскому району. Поднимемся на эскалаторе. Надеюсь, нас здесь сейчас не затопчут. Видимо, рабочая смена на заводе закончилась. Вот и основная масса людей спускаются в метро. Окей, видите, у нас два эскалатора идет вниз и один идет вверх. Интересная особенность верхнего вестибюля здесь на станции метро. Сейчас вам покажу чуть-чуть. Я даже не могу сейчас припомнить, какая еще станция метро в Петербурге имеет такую особенность, но верхний вестибюль, то есть вы можете подняться на эскалаторе вверх и сразу же спуститься, то есть не выходя за турникеты. Обычно, если вы встали на эскалатор и едете вверх, то это уже все. Надо второй раз снова денежку платить. Так, добрый день, YouTube Good. Всем привет. Новополоцк ждет. Всем привет. Добрый вечер всем. Роману персонально, Виктория. Да, с Рутюба, видимо. На Рутюбе пошла трансляция. Отлично. И ВКшку еще. Пожалуйста. Сейчас как раз заодно подсобираемся и выходим в город, наружу. Мария, здравствуйте. Привет прогульщикам и сопрогульщикам. Да, прогуляемся по Петербургу. Кировский район, юго-западный там микрорайон, или не знаю, как он называется. Дальше будет. Дойдем до залива. Вот видите, мы поднимаемся, и у нас тут нет разделения потоков, по крайней мере на данном этапе, и можно сразу туда вниз поехать. Вот. Лена Кёник, привет, Калининград, как всегда, отлично. Вот, можно здесь подняться, что-нибудь, кого-нибудь передать, встретить, вещи забрать и поехать дальше. То есть не тратить денежку дважды. Ну это ладно. Кировский завод. Как-то мы гуляли и Кировским заводом заканчивали в этом месте. А сегодня получается, что мы отсюда стартуем. У нас уже теплее стало. Наталья, добрый вечер, добрый. Ижевск здесь. Привет в Ижевск. Или здесь подземный переход, из него люди поднимаются как раз вот с той стороны. Все с завода, заводчане, получается. Всем привет! Себя включу. Всем привет! Микрофон. Вдруг будет ветрено, поэтому надо, чтобы было без каких-то штуков-друков. Короче, вы на канале Откройте Питер. Меня зовут Роман. Прогулки по Санкт-Петербургу и не только. Уже так получается. Собственно, пахнет черемухой. Видите, черемуха зацвела. Ой, как пахнет черемухой сильно. Классно. Надо будет нарвать. Здесь не так далеко у нас находится уже Финский залив. Кировский завод на него выходит. Просто тут услышал крики чаек. Сразу напомнилась морюшка. Идем сейчас в сторону станции метро Автово.
есть небольшая заготовочка для тех, кто любит исторические справки. Ай. А то бывает, знаете, мне говорят, что типа это неподготовленный вышел, то сё, то сибоси. А сегодня нетушки. Сегодня кое-что расскажу. Историю, в принципе, Кировского района, где он и как территориально расположен. Значит, мы сейчас с вами находимся на юго-западе Санкт-Петербурга. Кировский район назван в честь товарища Кирова. Имеет выход к берегу Невской губы Финского залива. На севере граница района с Адмиралтейским районом, проходит по реке Екатеринговке. Там, кстати, также с вами прогуливались. И площади стачек. На востоке это Московский район по линии железной дороги на Ломоносов и Гатчину. И на юге с Красносельским районом по проспекту маршала Жукова и реке Красненькой. В состав района входят микрорайоны Нарская Застава, Автово, Дачная, Ульянка и восточная часть Лигово. Также острова Невской губы — это Гутуевский, Канонерский, наши питерские Канары и остров Белый. Там водочистные сооружения. До революции в городскую черту входило лишь северо и северо-запад современной территории района. Это к северу от реки Таракановки. Они находились в составе Нарской части. Земли к югу от речки Таракановки входили в пригородный Петерговский участок. Вот. Так, что мы пишем? Ага, Лена, так, привет, прогульщики, Рома, привет, Омск с вами. Приветствую Роман и сопрогульщиков из Москвы, Николай, привет, Баба Ната. Следующий район Красносельский, если не ошибаюсь. Ну вот я сказал, это что у нас? Да, Красносельский, чуть южнее у нас получается. Так, привет всем. Копейск в теме. Итак, история района. До революции в северной части современной территории района располагалась Нарская застава, ограждавшая город с юга-запада. Еще при Петре I к загородной резиденции в Петергофе была проложена дорога, вдоль которой, в частности, на современной территории района возникла целая цепь усадеб. Также существовал ряд поселений. Ну, кстати, вот эта дорога — это у нас сейчас современный проспект Стачек, по большому счету. Ряд поселений — это Тентелеево, Волынкино, Автово, Вологодская-Ямская Слобода, Новая, Лигово. В 19 веке возникла немецкая колония Красненькая. Мы мимо того места, где эта колония была, пройдем. Там, по-моему, всего единственное здание осталось с тех пор. Так, зеленый. В 1801 году в районе севернее деревни Автово из Кронштадта был приведен Кронштадтский чугунолитейный завод, будущий Путиловский, ныне Кировский. Со временем на месте части бывших усадеб также вырос целый ряд заводов. Рядом прошла Балтийская железнодорожная линия и был построен морской канал. Это превратило в район Нарской заставы в промышленное предместье Петербурга и застроенное бараками и доходными домами для рабочих. Здесь отсутствовала канализация и водопровод. До 16 года единственным общественным транспортом оставалась конка, которую потом заменил трамвай. Так, знаете что? Блин, надо было здесь перейти, дабы эту площадь обойти кругом. В административном отношении территория будущего Кировского района входила в состав пригородного Петерговского уезда, подчинявшегося столичному градоначальству. В хозяйственном же отношении участок подчинялся властям Санкт-Петербургского и Петроградского уездов. Небольшая часть в районе Нарвских ворот, а также острова к югу от устья Невы относилась к созданной в 1811 году Нарвской части города. Рабочие Нарвской заставы принимали участие в антиправительственных выступлениях в 1905 году. Во время Кровавого воскресенья были расстреляны демонстранты. В 1917 году в ходе революционных событий немалое число работающих выступила на стороне большевиков, и тогда же Нарвская часть и Петерговский участок были
преобразованы в городские районы. В 19 году объединены в единый Нарско-Петерговский район, в 22 году уже район стал частью нового Московско-Нарского района, в 30 году Нарские районы, включая значительную часть бывшего Петерговского участка, вновь был выделен в отдельную административную единицу. А в декабре 1934 году после убийства Кирова был переименован в Кировский. Во время блокады Ленинграда район оказался вблизи переднего края обороны и подвергся массовым артиллерийским обстрелам и бомбардировкам. Значительная часть ранее существовавших домов была уничтожена. Так, после войны строительство новых кварталов стало продвигаться на юг. В середине 20 века свои современные части приобрело Автово. В 60-е, 70-е годы, вошедшие в 63-м году в черту города Дачная Ульянка, восточная часть Лигово, через район была проведена Кировско-Выборгская линия метрополитена. И современные границы район получил в апреле 73-го года, когда его юго-западная часть вошла в состав нового Красносельского района. По сути, что? Давайте на этом... Что у нас в районе? Нарские триумфальные ворота, там мы с вами гуляли. Памятник блокадному трамваю сегодня мимо пройдем. Так. Перейти и зайти в бар. Бар на углу неплохой, да. Такой ирландский пабик. Было швейное ателье, возможно. Так, что в районе есть? Мемориал «Передний край обороны Ленинграда». Не знаю, получится ли пройти через него. И памятник «Танк-победитель». Тоже мимо него сегодня пройдем. Памятник блокадному трамваю на проспекте Стачек пройдем. Памятник Кирову. Он был. Его, по-моему, сейчас уже... что-то я не помню. Нет, есть. Памятник обороны Ленинграда. Ладно, все. С памятниками истории закончили. Просто давайте гулять, смотреть. Вообще, моему сердечку этот район очень близок. В целом я достаточно большой. Алена Омск, спасибо за донатик. Да, у нас сегодня пятничная прогулка. Ибо у нас выходные гидромедцентром прогнозируются не очень-то и жаркими. Поэтому лучше сегодня. Как видите, немножко пасмурно, но зато тепло. Плюс 17 обещано. Здравствуйте, всем привет. Здесь раньше когда-то был спортивный магазин, теперь шаверма. Беда. Что поделать? Маму вроде... По традиции проспект Стачек стоит. Все едут с работы. Параллельная улица с трамвайным движением. Ой, забыл я название, представляете? Жил тут, не тужил, а название улиц забыл. Кронштадтская, точно. Улица Кронштадтская, а там у нас прямо Корабельная. Вот. Алексей, привет. Форст, привет. Цель у нас сегодня дойти до залива. Посмотрите, как меняется архитектура. Вот это сейчас район, это Сталинский ампир преимущественно. Тут нет никаких дореволюционных построек, за исключением некоторых. А так это все пока что сталинское время, то есть застройка послевоенная. Красивые фасады, кирпичные дворы. Сейчас вот давайте вот во двор загляну. Сейчас посмотрите. Вот видите, был красивый фасад
а во дворе просто белый кирпич. Очень зеленый район. Ну, в силу того, что достаточно время прошло от его заселения, скажем так, строительства, вот, черемухи, цвет. Какой запах? Мне не передать вам запах, друзья. Шикардос. Черемуха зацвела. Ну, поэтому и холодно, наверное. Ай. Ну вот, есть такая особенность. Делаем лицо красивым, а фасады вот такими. Но опять же, это не придумка. Ой, тут не разъехаться бы. Не придумка советов, абсолютно нет. Если обращали внимание, и дореволюционные дома абсолютно точно такие же. Внутренние флигеля с очень простой отделкой, а то, что выходит на фасад, то красиво. Вышли на Комсомольский сквер. Давайте пройдем через него, что ли. Или нет? Светофоры опять? Нет, не будем. Пойдемте по стачек по этой стороне. Вот через дорогу слева, там Комсомольский сквер. Там памятник комсомольцу. И насколько помню, когда его устанавливали, то в основание заложили капсулу времени будущим поколениям. И там что-то из текста, ну что, типа, юные комсомольцы, надеюсь, вы уже построили коммунизм. Да, построили коммунизм. Как построили, так и похерили. Ветрено. Так и вот, про слово-то какое. Про архитектуру. Сейчас будете лицезреть, как меняется архитектура от сталинского ампира до брежневских, точнее, через брежневские корабли и до современных монолитных домов с навесными фасадами и многоуровневыми парковками во дворах. Это я имею в виду уже конец Ленинского проспекта. Пройдем через речку Красненькую. Напомню, речка Красненькая имеет непосредственное отношение к Лиговскому проспекту. Когда-то это был Лиговский канал, и вода, которой наполнялся канал, в том числе поступала из речки Красненькой. Дмитрий, не в укор, и это не экскурсия, мы просто с вами гуляем, а я что вижу, то пою. Не называйте меня экскурсоводом, ибо если вы так будете ко мне относиться, или я сам себя так позиционировать, соответственно, ко мне какие-то определенные претензии будут предъявляться. Ну, я имею в виду, как, по крайней мере, пробежимся с вами, по крайней мере, говорить только правду и ничего кроме правды. А я могу ошибаться. Валерий, спасибо за донат. Привет из Сибири. Так, это у нас тот донат, который не будет пропадать. Так, коммунизм. Пыздыр. Мало еще зелени деревьев. Как? Да, вот так вот у нас запоздалая весна с запоздалым летом. Зелени от слова совсем ноль. Вечерочком, когда начинает темнеть,
вот эти все дома, которые выходят на проспект Стачек, включается подсветка, как в центре. И вот этот проспект Стачек, по крайней мере, вот эта его часть от Кировского завода, там до Автова назовем, ну или вот района Автова, очень выглядит дорого-богато. Понятно, что шагнем влево-вправо такой роскоши уже не будет, но все равно. Слабенькая зелень, соглашусь. Но черемуха зацвела, тем не менее. Я вот не знаю, если такая, скажем, ну, объективно и честно, хреновая весна, то будет ли хорошее лето? Вот вопрос. Хотелось бы, конечно. Но куда и кому занести, чтобы так случилось? Это вопрос. Перевод. Коммунизм, светлое будущее человечества. Ну вот так вот. Строили и не достроили. Что-то пошло не так, как говорится. Я смотрю на вас в окно. Ну здравствуйте вам. Я не знаю, где вы, в каком окне? Помашите. Мама, я в телевизоре. Вот эта вот вся история. Сейчас там впереди будет моя любимая улица Зайцева. Очень хорошая такая локация. То есть это и не шумный Стачек, он чуть в сторонке, но вот эти все дома сохранены. Ну, то есть они также с красивыми фасадами и шикарными балконами. Как вот помните, когда мы с вами шли от станции метро Нарская к Кировскому заводу, ну или вот так вот, нехило, окно над козырьком напротив, над козырьком. Ага, вот в этом доме у нас в Баку тоже весна прохладная, над козырьком. Тут один козырек, второй козырек и третий козырек. И плюс еще 5 этажей вверх. Вопросики. Ну, видимо так. Не знаю, правильно я локализовал или нет. Да, ну вот. Привет. Первый козырек, ну, видимо, вот этот. Там вот это окошко открыл наверху, на предпоследнем этаже. Не знаю. Второй этаж. Шпонь. Это вот с решетками, что ли? Ну да ладно. Один наш сопрогульщик рассекречен. Приятно. Николай Ефимов, привет. В Баку помидоры растут. Спасибо. За Баку рады. Вот, видите, вот это вот с колонной балкон. Это вот дорого-богато, конечно. Памятник Маринеске. Башня с грифонами. Ну, грифонов там нет, но это я вот хочу представлять, что там грифоны должны быть, и они там на башне живут. Тоже это башня с подсветкой, очень в темное время суток красиво. Александр Маринеско жил здесь по соседству. Вот если мы по улице Зайцева пройдем, и следующая улица направо, она названа именем Александра, точнее его фамилией, улица Маринеско, и он жил там во дворе между улицей Маринеско и Краснопутиловской. На доме установлена мемориальная табличка. А если вы спросите, кто такой Маринеско, это командир подводной лодки.
которая отличилась в годы войны. Героически. О, ничего себе! Я вот такой истории не видал. Смотрите, там себе люди отгородили. Вот этого не было ничего. А люди себе террасу сделали. А так можно было? О, классно. Я такого еще здесь не видел на районе. Но вот эти вот балконы, это, конечно, шик, блеск, красота. Вот балкон. Прям своя терраса. Здесь квартиры причем продаются. По-моему, вот в этом доме, если зайти на Авито и квартиры посмотреть, вот эта квартира, которая с колоннами, я пальцем показал, на обе стороны по два балкона, эта квартира продается. Там сделан ремонт, такой предчистовой, все обшито гипроком. То есть тут немножко лотерея, что там за гипроком творится, неизвестно. Но, короче, эта хата продается. А станция метро Автово вот через один дом. Вот этот дом и следующий. И там сразу станция метро. То есть не то чтобы в пешее, а в тапочках можно до метро ходить зимой. То есть вот эти все дома примерно середина 50-х. 53-й, 54-е года. Как-то вот мне это так видится, представляется. Кто такой Маринеско? Ну, я уже сказал. Так что... Паб. Этот паб был в другом месте, по-моему. Он раньше был на углу этого дома. Видимо, сюда переехали. Или я ошибаюсь. Этот другой. Остановка. Друзья, если вы поедете летом в Петергоф на фонтаны посмотреть, то вот вам маршрут. Доезжаете на метро до станции метро Автово. Выходите по подземному переходу под проспектом Стачек, то есть метро на той стороне. Переходите сюда и вот на эту остановку. С этой остановки уходят автобусы до Петергофа, до фонтанов. Но номера посмотрите, я там могу сейчас ошибиться, там в какой-нибудь 200-й, 300-й, 201-й, я не помню. Но точно не 145-й. Посмотрите. Тут раньше были зазывалы, раньше были маршрутки. И зазывалы на эти маршрутки людей усаживали, и быстренько с ветерком можно было до фонтанов доехать. Но транспортная реформа, и теперь маршруток в Петербурге нет. Стало ли лучше? Ну, возможно. Стало ли удобно? Вопрос дискуссионный, конечно же. Мы переходить не будем по подземке здесь. Командир подводной лодки во время Великой Отечественной войны. Да. Хотя с другой стороны, хотя да, он жил там, ладно, герой. Есть отдельное видео на канале район Автово. Там я хожу по именно только по Автово, там вот вглубь ухожу. Не помню, я на ту сторону переходил или нет, не помню. Но отдельное видео по Автово у меня есть. О, ничего себе, там что-то пляшут, танцуют. Местный оркестр из спины товарищей играет на духовых. Ну ладно, заострять внимание не будем. Катюшу играют.
Про зеленый район, наверное, вы меня спросите, если это зеленый район, то как тогда в других районах Петербурга? Ну, тут у нас только первая листва появляться начинает. Вот. Ладно. Станция метро подземного заложения, она вот прямо под проспектом Стачек, вестибюль находится. Всего лишь на глубине 13 метров. То есть в целом, когда из метро выходишь и вот стоишь на этом участке, на этом пятачке, иногда чувствуется вибрация приходящего поезда. То есть здесь всего 13 метров, здесь нет эскалатора. Просто по ступенькам спускаетесь вниз и все. Ну и также, соответственно, по ступенькам поднимаетесь. Впереди там у нас ждут железная дорога, железнодорожные пути. И где-то в начале 2000-х, я уж не помню точно, построили этот виадук автотранспортный над железной дорогой, потому что очень было, конечно, затруднительно. Пробки были колоссальные, сейчас-то колоссальные, а тогда даже при том количестве машин в городе 20 лет назад, когда шел поезд, а поездов-то на самом деле здесь много ходит. Привет, давно не смотрел, да, Игорь, давно не смотрел меня, зато смотрел других. Все записано. Выговор с занесением. О, ничего себе, здесь раньше торговик был, прям под мостом. Все расчистили. Приколдес. Да, здесь раньше торговые ряды были под мостом прямо. И вот, и шла железная дорога, и едет какой-нибудь поезд, перегоняет что-нибудь. Потому что дорога идет прямо на Кировский завод, туда, в порт. Точнее, даже не на завод, а в порт идет. Ну и, соответственно, проблемка. Сразу все, проспект встает и ждем. Так вот происходит на Краснопутиловской. Ну и справа, кстати, виадук, вот видите, мост. Там трамвайный мост. Только трамвай по нему ходит. Произошло здесь некое облагораживание территории этого сквера. Видите, под мостом поставили место для спортивных активностей для детей. И не только. Такой скейт-парк, кстати. Все изменилось в Автово. Да, всем доброго дня. Да, привет. Маринеско — личный враг Гитлера. Привет, давно. Конечно, все эти морские конвои, ленд-лиз и прочее противодействие. Цирк там на месте, кстати, вот я виднее через листву еще видно. Там шатер большой. Цирк Шапито на месте в Автово, никуда не делся. Можно, конечно, наверное, пешком идти по мосту, но этого никто не делает, потому что здесь можно вот по земле напрямки пройти. Раньше, ну как раньше, насколько раньше? Лет 10 назад, наверное, еще здесь, сейчас развернусь, ну, можно сказать, от моста и вот туда, в ту сторону, было... Ой, авторынок был. Такой дикий авторынок. То есть по выходным можно было приехать сюда со своей ласточкой и попробовать ее продать дикарем. Конечно, были какие-то автосалоны, но так вот люди сами могли здесь продавать. Опа!
едет какой-то поезд. Но мы, конечно, ждать стоять не будем. Ну, бросаться тоже. Мы аккуратно сейчас перейдем с вами. Потому что я не вижу ни слева, ни справа никого. Ой, господи, вот это вот, конечно, убожество. За этими деревьями у нас кладбище. Речка красненькая и кладбище красненькое. Соответственно, тут вот люди приезжают из метро, которые на кладбище идут, у вас сразу же вот можно искусственных цветочков прикупить. Раньше бабульки просто так с земли торговали всем этим добром. А здесь как раз вход на кладбище. Не такое оно, скажем, древнее, как Смоленское. По-моему, я даже не помню, есть ли там склепы. Но вот у нас первое сооружение завиднелось. Видите, вот эта бетонная блямба такая. Это ДОТ. Долговременная огневая точка, или как правильно? Это был рубеж. Рубеж обороны Ленинграда. Немцы стояли в Петергофе. Из Петергофа обстреливали здешняя местность. Здесь таких дотов не один. Мы пока, конечно, встретили первый. Там дальше еще будет следующий. Потопил элиту за один раз и стал личным врагом. Так точно, баба Ната, спасибо. Моя мама тут похоронена. Александр. Ну, подойдем хотя бы к воротам. Я когда здесь жил, ну здесь не на кладбище, а в Автово, я летом иногда сюда приходил походить по улочкам. Сейчас я вывеску сниму хотя бы даже, просто чтобы часы работы вы увидели. Вот кладбище красненькое с 9 до 6. Есть небольшая часовенка. Привет из, боюсь ошибиться, Северодвинска. Вера, привет, привет. Как там севера наши? Белое море-то хоть растаяло, нет? Как там? Если здесь у нас только-только вот мостик небольшой и вот какая-то речушка. Эта речушка, она и есть речка Красненькая, та самая. Зимой здесь живут утки, она зимой не замерзает по объективным причинам. Причины, ну, сами догадаетесь, какие. Незамерзания. Ну и вот уже там течет. Вон там по виадуку едет трамвай. И к слову про трамвай. Как и прежде, трамваи бежали в Автово. Давай, братья, увидимся завтра мы. От ветеранов до стачек дворами. Туда, где дым Винстона и буквы из пачек. Хит, можно сказать, начала 2000-х, а может быть чуть попозже. Асай. Крэк и Асай. По левую руку у нас находится таксопарк. Ну, или находился. Хотя нет, вот видно все на месте. Такой типовой автопарк советский. Коих в Петербурге не один был. Ледоход прошел, Белое море прекрасно, и погода радует.
Надеюсь, Ягра не сдувает. Всем горячий привет из Ташкента. Но тут уж точно горячий. В Ташкенте, наверное, по-другому и быть не может. Так, сначала сейчас подойдем к танку-победителю. И потом за ним дойдем к доту. Там уже дот немножко побольше будет, чем у кладбища. Так, что-то про танк-победитель у меня даже ничего и нет. Ну ладно. Раз уж речь зашла про блокаду Ленинграда, что можете рассказать про Оренбаумский выступ? Банка, если вы считаете, что у нас тема сегодня такая, то нет. То вы неправильно считаете. И сам постановка вопроса немножко странная, как бы, что могу сказать. Мне как бы какую-то лекцию на эту тему, что ли, прочитать. Там был Оренбаумский плацдарм на южном побережье Финского залива, которую отрезали немцы, сволочи. Но на себя, конечно, ребята оттягивали силы немцев, так что их вклад в защиту города неоценим. Так. Николай и Елена переписываются. Игорь. Роман, добрый вечер. Огромный привет из Днепропетровска. Привет, Игорь, давно тебя не было. КВ-85. Я вот тоже считаю, что это КВ-85. Это база от Т-34, а башня, насколько я помню, с 85-м калибром. То есть считайте это, а кто-то мне говорит, что это Т-34. Я вот как-то... Хотя вот, смотрите, написано: тяжелый танк КВ-85. Все правильно. Созданный на Кировском заводе, участвовал в боях в годы Великой Отечественной войны с 41 по 45. Ну, как бы это сама модель, не конкретно, может быть, этот танк, но тем не менее. Такой же, как в Вологде, да, мы вот в Вологде проходили, и я прямо смотрю на него, и, копия, да, значит, я не ошибся. И вот за танком у нас дот. Здесь уже место оборудовано неплохо, и я даже когда-то в него заходил, была дверь открыта. Но сейчас, конечно, тут привели все в порядок. Соответственно, все амбразуры в эту сторону, в сторону врага. В час смертельной опасности, когда немецко-фашистские войска рвались в город Ленина, мужественные ленинградцы под артиллерийскими обстрелами и авиационными бомбежками вместе с военными строителями создали непреодолимую оборону с долговременными огневыми точками. Здесь оборонялись части истребительно-противотанковой артиллерии 42-й армии. Написано здесь. Не могу, знаете, без каких-то подступающих слез и кома в горле читать это все. Тяжело.
Роман, работаю по суткам и никак не попадал на твой стрим. Вот сегодня, слава богу, попал на твой стрим. Как у тебя делишки? Шо новенького? Ну, Игорь, могу только отправить, пересматривать предыдущие стримы. Там все об этом есть. Но, если коротко, все хорошо. Съездили вот в Вологду. Вологду-гду. Смотрели вологодские кружева, послушали вологодских гармонистов. Так, Роман, добрый вечер. Привет с Южного Урала, Челябинская область. Приятной прогулки. Спасибо, Света. Привет, привет. Приятно наших постоянных сопрогульщиков видеть. Впереди памятник блокадному трамваю. Здесь у нас получается таксопарк. Раньше был, и справа от него трамвайный парк. Трамвайное депо номер 8. Ну и вот ребята установили памятник блокадному трамваю. Это, если кто-то не понимает, то, ну, вкратце. Ладно, нет, сейчас подойдем, прочитаю историческую выдержку, которую я сохранил себе. А дальше, если в ней этого не будет, то своими словами кое-что дополним. Здесь, на проспекте Стачек, возле трамвайного парка номер 8, у дома номер 114, 22 августа 2007 года был установлен памятник блокадному трамваю. В качестве постамента для памятника использованы несколько метров рельс, установленных там, где в блокаду находилось оборонительное сооружение. Официальное открытие памятника состоялось 8 сентября 2007 года. Ретро-вагон серии МС восстановлен реставраторами. Именно такие трамваи ходили по улицам блокадного города. Памятником героическим вагоновожатым стал трамвай 12-го маршрута, о чем, кстати, нам говорит вывеска над ним, и под цифрой 12 маршрут его, это от улицы Барочной до Большой Охты. Здесь в сентябре 1941 года Петергофское шоссе было перекрыто трамвайными вагонами для защиты Ленинграда от фашистских танков. В темное время тут загораются фонари на трамвае. Есть фотографии трамвая в городе. В годы блокады единственным, скажем так, средством передвижения в Ленинграде был трамвай. Блокадный трамвай типа МС, установлен в 2007 в честь столетия петербургского трамвая. Был трамвай. На нем доставляли войска, части, солдат на передовую. С передовой отвозились раненые. Ротация. На нем доставлялась еда, хлеб. На нем убирался снег. Грузился и вывозился снег из города. Ну, там очищались дороги. Бензина не было, соляры не было. Ну, или было, но ограничено. Электричества какое-то время в городе не было, но, опять же, героический подвиг, когда по дну Ладожского озера и так далее
был брошен кабель, который питал город, от которого питалась трамвайная сеть трамвайная. И поэтому трамвай ходил. А внутри нет, внутри нельзя посмотреть, нет, там окошки все вот как бы заклеены этими фотографиями. И вот эта граница, вот как по мне, кстати, да, вот это здание у нас еще дореволюционное, оно так осовременено, а когда-то в нем был трактир, кабак. Когда здесь было немецкое поселение, здесь одна из купчиха организовала кабачок. Здесь такой народ-то не шибко честный был, скажем так. Выпить любил, ограбить кого. И вот здесь граница, когда архитектура меняется в корне. Здесь начинаются сталинские там у нас закончились, начались брежневские дома-корабли. Это как бы мы тут и Хрущева перескочили сразу. У нас хрущевки вот как-то на Ленинский туда уходят. Есть улица Зины Портновой, Алексей Копейск, 300 рублей, спасибо. Улица Зины Портновой, и вот по ней можно попасть на Ленинский проспект. Ленинский проспект достаточно длинная, очень длинная магистраль. На нее мы с вами выйдем, но уже там в новом районе. Сейчас я пока не знаю, как мы с вами пойдем. Главное сейчас здесь перебежать с Зины Портновой. Вот там, видите, налево светятся пятиэтажки, это хрущевки. А справа, конечно, там больше брежневок. Преимущественно. Так, сейчас я посмотрю, достану карту. Прикину, как нам лучше идти. Тут я ничего не придумал пока что. Так. Я имею в виду трамвай. Так, автобусный парк. У меня там отец работал. Автобусный парк? Здесь есть автобусный парк? Я об этом не знал. Я знал только трамвайный и таксопарк. А автобусы я что-то не знаю, где тут. Друзья, пока стою, пока смотрю, напомню про лайки. Пожалуйста, вам не больно, мне приятно. Тем более для вас это бесплатно поставить лайк. Так, можно выйти на маршала Казакова и по Казакова пройти. Я хотел просто через Юнону проскочить. Но, наверное, мы с вами пройдем здесь по стачек до площади, там до Дачного проспекта. И там уже на Ленинский свернем и пойдем по Ленинскому. И через Ленинский улочками выйдем к Юноне. Хочу просто мимо Юноны пройти. Кто не понимает, что такое Юнона и почему я обращение к молодой девушке сейчас использую, объясню. Юнона — это рынок. Вот все знают рынок Удельный. Там барахолка. Есть Юнона Вахтово. Обычно как-то считают, что он Вахтово, но я как-то... Он равно удален. И от Автова, и от Ленинского проспекта можно добраться. Так что вы пишете, из какого города ты переехал в СПБ. Северный Зум. Так, Роман, QR-код для донатов сегодня на экране не выводите. Вывожу, но, видимо, он пропал. Так, сейчас как появился, нет? Или я тут что-то не на то натыкал? По-моему, я что-то не то натыкал. Нет, должен выводиться. Так, а что вы пишете? Ой, iPhone и Android увидим. Так,
не появился, блин. Должен. Как говорится, да как так-то? О, теперь есть QR, отлично. Да, донатики, друзья, если не сложно, поддержать меня, поддержать канал, и там у меня сбор на поездку в Архангельск. И, возможно, если насобираем, все-таки поездка в Архангельск состоится, погуляем в Архангельске по набережной Северной Двины, там и Северодвинск недалеко, съездим в Малые Карелы. Это тоже памятник деревянного зодчества под открытым небом, как в Вологде. Вот, а про Юнону, ну, это мое чисто сугубо личное впечатление про Юнону. Есть в Москве Митинский рынок. Такой сугубо радио. То есть, ну, есть у рынков специализации, скажем так. Есть уделка. Это блошиный рынок, это как это? Антиквариат, не знаю. Ну и все, что вам дома не надо, это вот все на уделке продавать. Есть птичий рынок, птичка, так называемый, Кондратьевский, Кондрашка. Вот. Есть рынок Юнона, это радиорынок. В Ленинграде это был радиорынок. Сейчас от радиорынка там осталось хер-то ни хера, вот я это так назову. Вот. Там, конечно, что-то еще мужики продают, радиодетали скупают, но не так, как раньше было. Это больше превратилось в простой вещевой рынок. Стоят товарищи с Ближнего Востока. Все, что из Турции, из Китая, вот это все продают. Плюс перед рынком Юнона на земле блошиный рынок. Вот. То есть тоже народ здесь, кто на юге живет, приезжает, им, конечно, проще приехать на Юноне продать, чем на уделку. Вот. Всем добрый вечер, Инна. Если вы только подключились, ставьте лайк, пишите комментарии. Я объясняю, мы сегодня с вами гуляем в Кировском районе Санкт-Петербурга. Идем от станции метро Кировский завод, как ни странно, да? Уже прошли Автово. Идем по проспекту Стачек, хотя я тут в какой-то момент проспект Стачек должен у нас превратиться в Петерговское шоссе. Сейчас дойдем там до площади, до Дачного проспекта. Там уже будет, в принципе, и до Ветеранов недалеко, плюс-минус. Но хочу пройти, тут несколько еще сталинских домов есть. Опять же, это дорога в Петергоф, соответственно. И в Петровские, после Петровские времена это были дачи, были усадьбы знати, всякие дворянские. Есть впереди парк Александрия. Ну, тут по объективным причинам мы до него сейчас с вами не дойдем. Да и в парке гулять, вот так вот гулять скучно. Но там парк Александрия, есть усадьба. В советские годы, после революции, в ней, после раскулачивания, в ней чуть ли даже не общежитие было организовано. По говору слышно, еле слышно. Говор-то у нас, конечно, поморский. Конечно. Я и не скрываю. Что тут говорить-то? Но опять же, то почему? В Вологде тоже окают. А какова еще-то особенность поморского говора? Северный зум. Доска-треска. Трескоеды. Читайте сказки Писахова.
Так, эх, помню, в 90-е часто целые выходные проводила на Юноне. Опачки. Роман, было бы очень здорово, если бы приедете в Архангельск. Да приеду. В Архангельске там тоже говорят. В Архангельске, да, говорят, там люди с языками, сортами тоже говорят. Чат не выводится на экран. Вообще выводится, но опять глюк, что ли, какой? Что-то у меня сегодня с этим всем должен выводиться. У меня то одно выводится, то другое пропадает. Какая-то мистичина странная. Хочу здесь просто в этот дворик зайти. Насколько помню, такой камерный двор. Очень теплый, ну, там, за ветром. И в этом дворе начинает зацветать все самое первое. В этом дворе прям все пахнет черемухами, сиренями, вишнями, яблонями. Вот все, что может цвести, в этом дворе цветет первое. Поэтому этот двор мне очень нравится. Да и так, видите, ну всего там 3-4 этажа в этих домиках. Очень классно. Вот проходим под Сыренью. Александр М, привет из города на Неве. Александр М из города на Неве. Вы же в Мурманске были. Выводится все окна, что вы сделали? Куар пропал. Ёлки-палки. Так, а сейчас какой-то дикий виноград, видимо, тут будет когда-нибудь, ну, в смысле, через месяцок озеленеет. Так, сори, это я смотрю чат с задержкой. Ой, свой дом с башней. Сейчас тут, значит, вы в Питер проехали. Так, вы же у нас, Александр, живете на между Черной речкой и Лесной, я помню. Там недалеко от Большой Невки. Сейчас где-то здесь была администрация в этом доме. О, кафе. До сих пор кафе и осталось. Маша, привет. Вот классные такие террасы. Жаль, что первый этаж. Центр культуры и досуга Кировец, говорит нам эта вывеска. А вообще это памятник архитектуры. Дача Сиверса, построенная в 1750-60-х годах. Архитектор Растрелли, перестроена в 1780-м. Реконструирована в 1950-х годах. Архитектор Шрётер. Охраняется государством. Ничего себе. Ну-ка, давайте я отойду. Со стороны посмотрим на нее. Куар не появился. Аноним. Привет из Мурманска. Это не я, это вот у кого-то была дача, трехэтажная. Кто может похвастаться такой дачей, друзья? Нормально? Ну, понятно, что как-то было, наверное, не то чтобы попроще, но было иначе. И уже после войны ее перестроили значительно, скорее всего, потому что были разрушения, наверняка, ибо здесь уже немцы достреливали. Добрый вечер, Балашихи. Кто у нас? Инна из Балашихи.
птички поют, классно. Но только вот единственный косяк — это шумный проспект. Пятница вечер. Не знаю, кто там едет за город. Опять же, там Петергоф направление. Стрельна. Ломоносов, Оренбаум. Ну, в принципе, с этой же стороны можно попасть в Кронштадт. Дамба позволяет. Пу-пу-пу-пу. Бежать, не бежать здесь. Сколько у нас секунд? 30 секунд. Не знаю, не побегу. Девчонки бегут, но я не побегу нафиг. Я стар для этого дарма. На следующем перейдем. Но уже смотрите, все. По крайней мере, с этой стороны у нас пошли уже новоделы, новостройки. Плюс-минус начало 2000-х. Там 10-е годы. Еще не совсем современные, но я думаю, 10-е годы. Справа еще, конечно, вот эта все брежневская история с кораблями. Прям вот типовая. Вот самый кораблестроительный корабельный район. Рома, насколько старый? Достаточно, Игорь, достаточно. Все думают, что я молодой шкет, но как бы ваши проблемы. Пытаются меня жизни учить, как что делать, что не делать. Я сам расскажу вам, как делать и что делать. Как держать ложку, куда тыкать вилку. Сам научу. Что, ребят? В Питере тоже потеплело плюс 18. Ну да, только у нас завтра уже будет там чуть ли не плюс 5, плюс 6. Сегодня вот такой теплый день. Поэтому мы с вами сегодня и гуляем. Наконец-то тут что-то достраивают. Потому что еще году в 2000... Ох, не дай соврать. Когда этот забор поставили, не знаю, 2009, 11, 9. Вот это все строят и никак не построят. Так. Вот это я старый пень, 4-й десяток. Ну так, чего вы мне тут хвастаетесь-то? Мне в кого плюнуть и кого переплюнуть? Да. Так, Дэн. Ага. А если я скажу, что 5-й? Опа. Так, я ошибаюсь, или раньше Петерговское шоссе называлось Санкт-Петербургское? Это всегда можно загуглить, Сани. Я хотел в этом трамвае кафе открыть. Не разрешили. Ну, конечно, это как вы в исторической памяти отреставрированном кафе открыть. Это ладно, вон коночка на 6-7 линии на Васильевском острове. Там открыли кафе, пожалуйста, в конке. А насчет кафе, я думаю, слушайте, это минус. В том плане убыточно. Здесь не проходное место. У вас бы кафе, если бы вы открыли рюмочную, это бы заработало, а кафе нет. Рюмочная, думаю, да. На пруды пойдем, спрашивает Николай. Нет, на пруды не пойдем. Мы сейчас здесь на площади, свернем на Ленинский. Пойдем по Ленинскому. Сейчас надо нам дойти до Юноны. Я по маршала Казакова не пошел, потому что все-таки хотелось здесь вот райончик посмотреть. Героям Нарской заставы, кто выстрадал в боях победу и с ней в бессмертие шагнул. Написано на этой стелле. Да, здесь будем переходить. Я уже даже не знаю, у этой развязки, у этой площади вообще имеется ли название.
Что-то мне говорит, подсказывает, что и нет. А вдруг имеется, да? Кронштадтская площадь, господи, Кронштадтская, все правильно. Почти вспомнил. Роман, с тобой гуляют и на шестом десятке. Виктория, не удивите. Наш, по-моему, самый почетный, самый возрастной зритель это был Юрий. Что-то давно он не появлялся. Почему бы? Там был 9-й десяток. Так что давайте не будем мериться письками. Точнее, годами. Кронштадтская, да, сейчас вот пойдем на Ленинский. Пройдемся по Ленински, через Жуково пройдем, и там дворами где-нибудь через Котино выйдем к Юноне. Пройдем через Юнону, и там уже за Юноной у нас будут новые районы. Новые районы Ленинского проспекта, выходящие прямо к заливу. Там будет Петровский фарватер. Вид на Кронштадт, может быть, Кронштадт увидим с вами, я не знаю. Рома, письками мы еще не... Игорь, мы, наверное, просто пропустили. У нас тут и такое бывает. Ну, как бы иносказательно, конечно. Все мы взрослые люди, приличные. Ленинградцы. Переходим проспект Стачек. 36-й трамвай. Кстати, на 36-м трамвае тоже мы с вами катались. То ли в прошлым летом, то ли позапрошлым. Идет до Стрельны. Стрельну. 52-й на Северную Верфь. Так что посмотрите, 36-й трамвай. Даже очень интересно покататься. Живописный маршрут у него. Прокатитесь, погуляйте по Стрельне. Я буду склонять этот город как хочу. И ничего мне не пишите, пожалуйста, в комментарии. Так. Какое объяснение отсутствия Юрия? Я не знаю. Юрий обиделся. Ну, как минимум обиделся. Мы с ним очень много спорили. Не сходились во мнениях. Отстаивали каждый свою позицию до последнего, до талого, как бараны. Все, Юрий обиделся и больше с нами не гуляет. Все. Так, я училась в Петергофе 22 года назад, и когда приезжали большие люди, нас выставляли на охрану вдоль Санкт-Петербургского шоссе. Они ездили до фонтанов. Чуть позже дореставрировали Константиновский. Да, это, я помню, это начало 2000-х, это перед 300-летием Петербурга. Это Константиновский начали реставрировать, ну, по крайней мере, 2001, 2000 год. Там масштабные работы в Константиновском дворце были. Было. Не вопрос, конечно, едь. И это было уже 25 лет назад. Я там проводил некоторое время в Стрельне. Видно было, как там сварочные работы ведут. Ой, был я там в этом санатории Кировец, который уже разрушили. Да, кто не в курсе, то если в Стрельне давно не были, там был санаторий, профилакторий Кировского завода, так вот его сломали. И Путин стал принимать там эти ближе к Стрельне. Да, там все, там как, морская резиденция президента. Шестой таксопарк на Краснопутиловской. Ну, да. Там уже за ЖД переездом по Краснопутиловской. Там вроде, да, тоже таксопарк был.
Пошли уже, кстати, домики 90-х годов здесь. Вот эти вот бело-зеленые. Это серия начала 90-х, прям начало. Это вот прям последние, скажем так, типовые, серийные, точнее, дома. А здесь уже, видите, у нас кирпичная, это начало 2000-х. Индивидуальная застройка пошла. Ну как, индивидуальная, не индивидуальные поселки, а по индивидуальным проектам начали строиться. Так, время подключить батарейку. Ибо мы уже больше часа гуляем. Никто мне не напоминает. Так, да, оттуда мы с вами пришли со стачек, прямо Ленинский проспект, чуть правее Дачный, и по Дачному можно выйти к станции метро Ветеранов. Это конечная ветка красной линии метро на юге здесь. Кто не знал, то от станции метро Ветеранов можно уехать в аэропорт. Ходит рейсовый автобус номер 82, да, по-моему, 82-й. Так, дядя Коля, всем приветствую, присутствующим отличного настроения, Роме здоровья, выдержки. Привет, привет, дядя Коль, привет. Тоже наш постоянный сопрогульщик. Собираем на донат где-то здесь, хоть, дабы потом поехать летом в Архангельск. Погулять там, поснимать город, пройтись по набережной Северной Двины, гостиные дворы, не знаю, что куда-нибудь там еще зайти и в Малые Карелы съездить. Че я говорил-то? Сбился с мысли потерял. Ладно, про Инону. Радиорынок, теперь уже не сильно радио. Идем поздно, никакой там барахолки уже, конечно же, не будет. Все уже собрались, разъехались. Пройдем просто мимо, просто покажу территориально, как это выглядит со стороны. Вот кто-то к нам подписался. Отлично. Так, там атмосферно, осталось еще много бараков. Подождите, где бараки? В Архангельске? Не соглашусь. Не соглашусь. Если вы бараками считаете деревянные двухэтажные многоквартирные дома на 8 квартир, то есть 2 подъезда, 2 этажа, по 2 квартиры на этаже, 8 квартир. Но это не барак. Бараков-то давно нет. А вот эти деревяки, которые на деревянных же сваях в торфе стоят и разваливаются, да, таких в центре много. Пройдемся по деревянным, хотелось сказать мостовым, но по-правильному это по мосточкам. Да, там прямо в городе есть мосточки. Аноним, привет с Кургана. Привет в Курган. Родина группы Психея. Всем привет. Так, а мне кажется, что Роман волокжанин. Почему, Роман, вы скрываете свою малую родину? Нам всем интересно. Ну, то примерно то направление. Все, я уже давно говорил про Поморье, про поморов, про трескоедов. Какая Вологда? Вологда — это масло. Вологда — это кружева. Вот это вот. Всем стоять, руки на капот, работает Вологодский ОМОН. Вот это вот все. Я же про это никогда не говорил. Я ж только за треску. И нет рыбы лучше трески. Так что ничего я не скрываю.
во многих видео я хожу в соответствующей одежде, точнее одежды с соответствующей символикой. Опять же, доска треска, привет. Рекламирую родные бренды. 10 лет в этом году ребятам. Делают местечковый, свойский бренд одежды. Такое ощущение, что покупают только те, кто из Архангельска уехал, дабы рекламировать свою малую родину, как вы говорите. Так, надо было уже... А нет, не надо. У нас сейчас маршала Жукова, перекресток Ленинский маршала Жукова. Так, Дом культуры Кировец впереди. Во время войны госпиталь был. Так. Форст. Скажите ему, чтобы стрим перемотал, потому что он сильно отстает. И смотрит стрим с задержкой. Соответственно, также с задержкой пишет в чат. То есть он пишет нам из прошлого. Лучше трески рыбы нет, это факт. Поддерживает Александр из Мурманска. Так, Сани, смотрю, Роман, смотрю ваши стримы, но впервые попал онлайн. Очень интересно. Продолжайте. В июле приедем к родне в гости. Курган. Погода солнечная, небо красивое, настроение отличное. Спасибо за замечательные прогулки. Пожалуйста. Так, если у нас сейчас Форст что-то опять напишет с отставанием, пожалуйста, напишите ему в чат, чтобы актуализировал время, тайминги, не знаю, как это сказать, чтобы перемотал стрим. Он с отставанием, не знаю, минут в 20 смотрит. Интересное здание, тоже слева. Это у нас учебный корпус одного из институтов, университетов, так или иначе связанных с морем. И выполнен в виде корабля. Видите, это как будто эти палубы корабельные. Сейчас подсмотрю, что это у нас за местечко, как правильно называется. Телефон не разблокируется. Что такое? Диверсия. Вот. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Корпус У. У-то, видимо, по порядку, а не по форме. Государственный морской технический университет. Ну а раз морской, значит вот в виде корабля. Таких, кстати, не один в таком виде. Так, покажи людям пруд. На пруду пиво на скамейке не пей. Там участковый следит за порядком. Скажите Форсту. Он имеет в виду пруд, который на перекрестке, ну, в общем, там Удачного проспекта. Там пруды есть, да. Но человек отстает у нас. Я не покажу тебе, товарищ. Привет тебе из будущего. Я здесь на углу Ленинского проспекта и маршала Жукова говорю тебе, что ты отстаешь. Когда ты досмотришь до этого момента, перемотай стрим, пожалуйста. И вот здесь как раз у нас Ленинский проспект делает изгиб небольшой. Начинается прямая перспектива, упирающаяся прямо, ну, можно сказать, что прямо упирающаяся в Финский залив, в нашу Маркизову лужу. Не спрашивайте, почему Маркизова, могу только объяснить, почему лужа. Хорошие виды у товарищей здесь, кто живет наверху. В округе нет высоких зданий высотных. В целом там неплохо, видимо, встречать закаты и проводить рассветы. Ну или наоборот, не знаю. У кого как. Кому как повезло со стороной.
Форст продолжает нам вещать из прошлого. Кстати, не сказал, но отличительная черта района — это нейминг, ну и наименование улиц. Все-таки Кировский район в целом, Автово в частности, и часть здесь Ленинского проспекта, здесь уже юго-западный, что ли, микрорайон, это все отсылка к Великой Отечественной войне 41-45 годов. И нейминг всех улиц — это маршалы, партизаны, разведчики, командиры подводных лодок и вот это все. То есть это если, ну вот в старые времена, если когда еще не было этих всех, как они называются, навигаторов, то в целом по названию улицы можно было понять, в каком она районе. Я уже об этом как-то говорил, но я в принципе отличаю. То есть я, там, не знаю, Балканский полуостров, да, вот это вот, район Купчино. Вот это Великая Отечественная война, это у нас Автово, Кировский район, Нарская, на Ленинском здесь. Если какие-то композиторы, авторы, это какой-нибудь проспект Просвещения, ну, к примеру. Ну и вот таких примеров-то можно понабрать. Есть такая зональность, ну, от слова зона, зоны, арии, ареалы, ну как хотите, кому как удобно. Да, шумиха от машин сильная, а представляете, это я еще на микрофоне плюс-минус шумодав работает. Так что машин много, но опять же, вот здесь достаточно широкие улицы, широкие дороги. Здесь большие расстояния между домами. То есть какие-то парковочные истории здесь, наверное, имеются. А район советской застройки, вот как вот здесь, там эти рынки, кафе, садики, школы, все по нормативам, все это было. Не как сейчас в новых районах одни человейники, и не знаешь, куда ребенка в садик отдать. Не дай бог, в школе у тебя будет 20 классов на одной параллели, по 40 человек в классе. Вот это вся ужас, весь ужас и прекрасы новых спальных районов, новых спальных городов, я бы даже сказал. Но это вот пример Кудрово, но это спальный город. Люди туда приезжают спать и, отдохнув, возвращаются на работу в Санкт-Петербург. Также Мурино, также Шушары. Все вот это вот, все оно прям города-спутники, города-спальники. Не обижайтесь, друзья, я сам в таких живу, так что я имею право, считаю, так говорить. Давайте здесь уже метнемся чуть правее, пойдем дворами, пройдем. Сейчас вот идем правее и в направлении станции рынка Юнона. Пройдемся через Юнону, точнее на Юнону заходить на саму не будем. Там такие большие буквы Юнона. Мимо не пройдете, на автобусе не проедете. Даже если проедете, то на следующей остановке сможете выйти, и все нормально будет. Пахнет шашлыками. Кстати, да, вот эта вот зеленая зона, которая тянется по всему и проспекту Стачек, и здесь уже после Кронштадтской площади поворачивать сюда на Ленинский,
Летом сюда люди выходят шашлыки жарить. Прямо здесь, вот мимо, между кустами жарят шашлыки. Не придумываю, сам видел не единожды. А опять же, а что такого? А что? Не парк, не парк. Да? Зелень, зелень. Тут как бы народ-то непритязателен. МЖК, многоквартирный жилой комплекс, что ли, или что там написано у нас? Запах, запах. И вот у нас вот начинает только формироваться бутоны сирени. Так, мой сын живет в Мурино, а работает в Стрельне. Ничего себе, вот это ему кататься, конечно. А по какой улице мы сейчас движемся? Мы двигались по Ленинскому проспекту. А это что за красота? Что за облако из звезд? Что, жимолость какая-нибудь? Или что это цветет у нас? Или это вишня? Не знаю. То ли вишня, то ли жимолость. Не разбираюсь. Все беленькое, все одинаковое. Ну, могу отличить от черемухи. Но вот черемуха. И запах, друзья. Сочетание шашлыка и черемухи. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Не знаю, куда я иду, в тупик или нет, но знатная, прикольная аллейка. Так, привет, Роман из Питера. Александр, Пермяк, соленые уши. Александр, вы все в Питере у нас, да? Из Мурина до Стрельни на машине 20 минут. Ну, наверное, если по ЗСД, ну, там по КАДу, на ЗСД, ну, 20 минут вы это, конечно, прям погнали на всех парах. Ну да, накат, по ЗСД, опять накат, и там, да, Стрельный. Это в лучшем случае 20-ка, а там, не дай бог, что на КАДе, какие-нибудь ремонтные работы. Ну тут, наверное, для вас всех до боли знакомые, узнаваемые панельки. Панельки какие-то просто заштукатуренные, закрашенные. Панельки с плиточкой. Эти замечательные швы, которые надо регулярно герметизировать, чтобы у вас в квартиру ничего не затекало. Классно же, классно. Кайф. Так, мы здесь пройдем, надеюсь, между садиком и школой. И вот двор, наверняка в этом дворе вот здесь стоит школа, левее садик, а за школой там еще второй садик. И вот вы, благополучно живя в этом районе, в этих домах, спокойно себе ходите в один садик, вырастаете из него, вас переводят сюда же, в эту школу, и вы всю жизнь в этом районе. Потом, конечно же, институт. Но кто не пойдет в институт, тот пойдет в технарь. А в этом районе тоже техникумов тоже много. Всевозможных. А потом же вы и на Кировский завод и работать уходите. И ваша жизнь вся в этом районе. И вы даже в центр не выезжаете. И развод мостов никогда не видели. Но зато живете в Петербурге. На секундочку. И эта история, опять же, не придуманная. Такое бывает. Люди, которые живут на юге города, они никогда не бывают на севере. И они север вообще дико не любят. И обратная история. Живут на севере и никогда не были на юге. Вообще не были, от слова совсем. Я встречал таких людей. И не то чтобы это норма, но 20 минут это с какой скоростью на авто надо ехать? Так, Вишня, что за 20 минут доехать на 300 км в час. Ну тут немножко человек скорость не нарушая, ехать надо ночью. Блять.
Как это? Ну, окей. Это сферический конь в вакууме. Самые идеальные условия. Да-да. И закрыв глаза, да, не нарушая скорости, закрыв глаза. Вот такими зигзагами, дворами мы сейчас с вами таки выйдем сперва на улицу маршала Казакова. Ну а там должны будем оказаться пару шагов и у Юноны. А там уже посмотрим от Юноны, как пойдем обратно на Ленинский или по Казакова пойдем. Не знаю. Там скучно, наверное, пойдем новыми дворами. Наша основная сегодня задача — это выйти к Финскому заливу и показать прелесть. Хочу показать прелесть этого района. То есть, да, далеко от метро, да. Ну, там новый район со своими вот этими всеми отрицательными прелестями. Опять же, кого прелесть, а кому нет. Вроде со школами, с садиками там неплохо, но метро скоро появится. Очень сильно на это надеемся. Ветер. Выйдем на залив, будет ветер. Но я надеюсь, вам в уши не сильно задувает. Все-таки шумодав должен отрабатывать. Не знаю, насколько качественно. Так. От Мурина до Стрельны по КАТ 60 км. Но вы же по КАДу смотрите. А с учетом западного скоростного диаметра, сколько будет км? Так, да есть такие люди, кто, например, на Коменде живут и в жизни никогда на ветеранов не поедет, говорят, долго. Вот, я о том и говорю. И это не выдуманная опять история. Я таких людей встречаю здесь, местных. Это, понимаете, это для меня, как говорится, для дикой собаки 7 верст не крюк. Я люблю ходить, я поэтому и гуляю по городу, и гуляю с вами. Точнее, я раньше гулял один, а потом подумал, а что одному-то ходить, надо с собой брать. Так что все со мной гуляем, изучаем, смотрим, наблюдаем, как меняется город, как меняются районы. Мне так вот очень интересно, как здесь побывать там спустя, не знаю, лет 7. Лет 7, как я тут уже отсюда, с этого района уехал. Красотища, говорит Игорь. Неплохо. Опять же, мне вот что вот в этих районах, в отличие от спальников, нравится достаточное расстояние между домами. Не сильно высокие, опять же, дома, да? Не вот эти вот 25-этажки, которые инсоляция, да, есть такое понятие, как инсоляция. То есть количество солнечного света, которое на вас попадает или в квартиру попадает. То есть вот эта вся история с инсоляцией здесь гораздо веселее, чем в новых спальниках. Ну и как следствие как-то зеленее. Но опять же зеленее, потому что это все подревнее будет. Так, опять же у меня дилемма. Пройдем ли мы тут между этими садиками? Не общий ли у них тут забор? Очень хочется верить, что не общий. Так, или есть знакомый в Пулково, живет много лет. Говорит, на Парнасе никогда в жизни не был. Ну вот. Ну, опять же, где Пулково и где Парнас? Вообще два разных мира. Даже природа в Пулково и на Парнасе разная. Вот вплоть до этого. Правильная мысль, зачем одному ходить? Просторно, светло, уютно. Вот-вот. А КАТ плюс ЗСД вовсе 76 км показывает карта Яндекса. Странный маршрут, не знаю, как он рисует конкретно у вас. Но я сейчас строить маршрут не буду, не могу, не хочу и не буду. Вот в каждом дворе черемуха.
Потом сирень зацветет. Бляха, аромат. Вот аромат. Вот тут, не знаю, вишня это или кто. Ну, больше похоже на иргу, как будто бы. Ягодки сладкие, фиолетовые будут. Вкусно. Черемухи громадные. Он развивается, тут развивается. Здравствуй, Роман. А14 привет. Как там итальяно, макиато. И вот это все. Кто Евровидение смотрел? Кто болеет за Эстонию? Как меня эта история повеселила. Ох. Джонни Кэш, конечно, знатно попал. Вишня тоже цветет, да. Вишня тоже цветет. Опять же, вот здесь юг города, грубо говоря. Такого обилия цветения сирени на севере, это вот Просвет, Гражданка, Парнас, Мурино, там такого еще нет. Хотя зелень уже есть. Пройдемся еще немножко здесь двориками, потому что вот сейчас уже выходим на проспект Казакова, маршала Казакова. Там будет шумно. Пройдусь я еще здесь по дворам, а не пройдусь. Мы к Юноне вышли. Не пройдусь. Так. Парнас это уже ли... Нет, Парнас это город. Ошибаетесь. Парнас это город. Мурино это область, а Парнас это город. Ну, город Санкт-Петербург, это район Санкт-Петербурга. Не вводите людей в блудняк. Вот буквы Ю, но, на. Юнона. И вот за этими буквами выходной день, ну то бишь завтра уже в субботу, будет барахолка. А за барахолкой, там вот все ряды, это все торговля. Говорил про радиорынок и то, что от радиорынка почти ничего не осталось, но зато здесь теперь уже готовые изделия. Куча телефонов, куча автомагнитол и вот это вот все, что с мелкой бытовой техникой связано, тоже здесь продается. Это вот помимо мной озвученной уже вещевой истории. Там уже за этим всем вещевые ряды пойдут. Так, в Московском районе скоро вишня уже пойдет. На Парнасе еще сирень нигде не цветет. Да очень приятно здесь пройтись, Ирина говорит. И вот здесь как бы, ну, как по мне, когда-то была граница уже района. Дальше был пустырь. У нас справа здесь не видно, но виднеются вот эти вот мачты кранов. И там начинается уже порт. Петровский фарватер с Кронштадта, который идет, он приходит сюда в порт. Остров Канонерский и вот это вот все. Сюда приходят суда с контейнерами, их перегружают на железную дорогу, на автовозы, и дальше это уже отсюда все разъезжается, ну и также в обратном порядке. Также в обратном порядке. Видите, справа у нас ничего, а слева-то, господи, ребят, вот, видите, вот эти дома все, сейчас тут газелька уедет у нас, это все новострой, это новодел, этого ничего не было, видите, эти уникальные архитектурные решения, однотипная фигня. Как выглядит центр и как выглядит новый спальный район. Это тоже раньше были все пустыри. Они застраиваются, не дай бог, пройдет еще несколько лет, и вот здесь, сейчас я перепроверюсь по карте название улицы.
Так, мы на маршала Казакова, и маршала Казакова же у нас продолжается. И вот пряменько по маршала Казакова сейчас пройдет трамвай. Прямо по дороге мы упираемся в Финский залив. Но я прямо здесь не пойду, мы сейчас дворами с вами выйдем на Ленинский проспект обратно. Так, что мы пишем? Привет из ЖК «Морская миля», видим вас в окно. Да ладно, Лис Лисовский, что ты делаешь? А где теперь радиорынок? Или он утратил свою актуальность? Конечно, утратил. Сейчас уже радиодетали, вот эти вот все от советских радиоламп, транзисторов, тяжелее найти. Или просто проще заказать в интернетах, через интернет-магазины. Радиорынок-то остался. Там их маленькая горсточка от этих дедов осталась еще. Несколько рядов можно что-то поискать. Но сейчас уже все, рынок изменился. Потребительская, покупательская способность, потребительская, вот это все изменилось. Как? Сейчас проще пойти купить готовое и все. Сломалось, выкинул, забыл. Вот. Но есть еще староверы. Если вам надо какой-нибудь транзистор купить, не дай бог трансформатор перемотать, радиолампу какую-то. Я вот сюда ездил, покупал радиолампы. Я восстанавливал, было у меня такое хобби, я восстанавливал ламповые радиолы 60-е, 70-е, когда там вот это все было, когда лампы, до транзисторная эпоха, Уралы, господи, Эстонии, и вот эти все радиолы восстанавливал, чинил. Оно все приводил к заводу, потом психовал, все вырезал, ну как бы усилок ламповый оставлял, конечно, и вместо него, ну как бы продавал, а вместо него ставил современный китайский с блюпупом, и вот это все. Вид имеет антуражный, красивый. Иногда покупают такие вещи кафешки, бары, рестораны для атмосферы. Вот. Но зато можно с телефона подключиться и выдать современное музло. Вот. И я приезжал сюда на Юнону, покупал через весь город, с севера сюда на юг ехал специально, покупал радиолампы, дабы починить и дабы иметь запас. Потому что радиолампы имеют определенный ресурс, выраженный в часах работы. Соответственно, они перегорают или ослабевают, скажем так. Там в основном ремонт техники делают до сих пор. Да, ремонт телефонов и всего-всего. Ждем Финский залив, ждем, увидим. На уделку, видимо, уехало все. Нет, на уделке радиорынка вы не найдете. На уделке там 2 человека, которые могут радиодеталями торговать, и то по субботам. Все, на уделке нет радиорынка. Уделка — это удел, как бы ни звучало, барахольщиков. Это барахолка. Радиостанции БУ там продают сейчас. Нет, вы тут не найдете. Все БУ радиостанции, не знаю, я целенаправленно на Юнону приезжал за конкретными вещами. Я знал, в какой павильон я еду. То есть, ну, в принципе, я там условно на Авито нашел человека, у него было написано, что я торгую на Юноне, там павильон там такой-то, такой-то, там, не знаю, сколько-нибудь. Вот, все, я конкретно к нему пришел. Я говорю, так, у меня радиолампа, он говорит, вон там коробка, разбирайся сам. Ковыряйся, находи и все. Я нашел, что мне надо, и мы обменялись банкнотами. Я ему банкноты, он мне радиолампу, и все, я уехал восвоясь. Счастливый капец. А сами радиолы и прочее, это все через Авито находишь, потому что у многих просто в квартирах стоят и пылятся. Используются как подставки под вазу. Вот. Поэтому как-то так. Лесопед классный. Так, Роман, спасибо огромное за прогулку по Питеру. Увы, большому сожалению, не успел побывать в Питере. И, увы, вряд ли смогу уже побывать. Но, Игорь, я ваш буду проводник в этот чудесный мир. Нарушает сволочь.
Какие воспоминания, Роман, ты пропустил сообщение, но мои родственники там и живут, около Юноны. Также у ТЦ Фиолент, видимо, да? У нас в Днепре очень много барахолок, реально много. Вот я как-то смотрел одного барахольщика из Киева. Такой есть бородатый товарищ. Он все в Киеве по барахолкам ползает. Ну, с этого и кормится. Купить подешевле, продать подороже. На eBay все перепродает. И я вот заметил, что в Украине очень много развита эта вся история барахольная. Даже как-то сильнее, чем в России. Как будто бы. Так. Забавный факт. В 90-е и начале 2000-х на Юнону был... Вход на Юнону был платный. Классно. Игорь, Озерка у вас еще работает. Озерка, не знаю. Антиквар ТМ, да, Антиквар ТМ. Этот бородач переехал в Киев из Мариуполя, да. Тоже какая-то сложная история у него. Вся эта история, блин. Семью он куда-то отправил уже, ну, потому что это все опасное дело в Киеве было. У него жена, 2 детей. И сейчас в последние годы он только один на канале. Там его брательник Серега появляется и все. Ну это ладно, мы не про антиквар АТМ. У нас в Питере есть свой, скажем так, барахольщик. Тоже ведет свой YouTube канал. Я даже что-то забыл, как-то барахольщик. Ну, короче, уделка, барахолка и барахольщик. Это вот вы, если наберете, наверняка на него наткнетесь. Александр. Зовут Александр. Сам торгует на уделке. Есть несколько скупок в Петербурге. Опять же, человек с этого живет. С этого можно жить, показывает, как он покупает, за сколько покупает, за сколько продает. Такая история. Так. Мне на Юноне один мужик паял микросхему звука в автомагнитоле. После замены звук фонил, и он опять паял другую микруху. Ну вот, никто не застрахован. А Роман, посмотри, если тебе будет интересно, днепровский блогер барахолка Днепр. Так канал называется. Обязательно посмотрю, Игорь. Мне это интересно. Жизнь барахольщика. Да, банка. Жизнь барахольщика, да, Александр. Каждый раз, когда бываю на уделке, к нему захожу. Маша работает, но я там давно не был, как лет 15, скажу, слабо. Она уже работает, если честно. Опа. Так, ну тут какие-то у нас карьерные и некарьерные истории. Тут что-то тут свозят, увозят. Но, возможно, сюда свозили мусор, который на тех, вот эти дома, которые строятся, котлованы, когда рыли, все свозили сюда. И вот за этой грядой, опять же, люди сюда ходят шашлыки жарить, вот на эти все просторы. А за ней там уже у нас водичка, там уже порт. Так, хотел свернуть, сейчас свернем влево. Прямо вот эта желтенькая история, это, мне кажется, парковка многоуровневая. Единственный район из новых здесь в Петербурге, ну такой, прям я вот масштабно здесь наблюдаю. Проблема, то что здесь Финский залив рядом и грунтовые воды близко. Сильно тут много не накопаешь подземных паркингов, поэтому здесь в этом районе строятся надземные. Но зато вот смотрите, 5 этажей. Да, паркинг холодный, да, неотапливаемый, всеми ветрами продуваемый, но зато у вас машина под крышей, не в снегу, под присмотром. Ну, каким-никаким, но каким-то. И вот это все. Так. Маша, вы были у нас в Днепре? Спрашиваю. Так. На обратном пути по Ленинскому будете, да? С удовольствием посмотрю, хоть в записи, если не смогу. Я сейчас, А14, я сейчас пойду выходить на Ленинский. Я сейчас здесь, ну, опять же, вот вы видите, какой у нас здесь совсем не антураж, да? Поэтому сейчас вламливаем через дворы, преодолеваем препятствия, скамейки, качели, не знаю, кого еще. Посмотрим. Выйдем на Ленинский обратно. Немножко разбавим пейзаж.
Там, конечно, трубы теплоэлектростанции, не путать их с атомной какой-нибудь. В Петербурге, точнее в Ленинградской области, ветер сильный. В Ленинградской области есть атомная станция ЛОЭС, Ленинградская ЛОЭС. А как правильно это? ЛАЭС. Ленинградская атомная электростанция. Сейчас строится ЛАЭС-2. Это все Лисий Нос. Это где-то далеко от Питера. Часа полтора-два на машине в одну сторону. Такое вот у меня ощущение. Такая вот у меня память. В самом Питере только ТЭЦы. Так. Перезагрузил, спасибо. Опачки. Ну вот, с возвращением, Форст. Так, Маша, а вы откуда, если не секрет? Там около ТЭЦ моя двоюродная сестра купила квартиру. Говорила, что жуть. Ну, возможно, жуть, что там копоть летит. Опять же, оборотная сторона вот этого района, те дома, которые выходят окнами на залив, это ветер. С залива сильный ветер. Это вот кто у нас, наши зрители из Северодвинска и мною упомянутый район, микрорайон, ну как, не микрорайон, макрорайон, Ягры, да, Ягры в Северодвинске, такой полуостров. И там постоянный ветер с Белого моря. Зимой это, конечно, капец. Конечно, сейчас, наверное, пластиковые окна уже спасают, но в эру до пластиковых окон конопатить окна — это must have. Это по-другому никак и нельзя, и не умели никак. Так, здесь давайте перевернем еще раз. Пойдем дворами-зигзагами. Ну и вот здесь также, на берегу Финского залива, сильные ветра. Даже сейчас мы с вами идем, и я ушами ощущаю силу ветра, и плащ на мне развивается как стяг на мачте. Странно. Так. Странная такая зеленая зона посреди домов, и никак не освоенная, и ничем не застроенная. Не о континенте, говорила она. Игорь, я из Москвы, но живу в Монако. Маша, ясненько, я был последний раз в Москве в 2014-м. Игорь, надеюсь, в ближайшее время опять побываете. Маша, это мисс Монако. Мисс Монако, Маша у нас, да. Да, интересно, конечно, было бы тут до кого-нибудь докопаться с вопросом, всегда ли здесь такие сильные ветра. Но что-то я стесняюсь. Точнее, я-то не стесняюсь, я не хочу людей смущать своей камерой. Такое вот у меня сегодня настроение смутительное. Классно, площадки спортивные, дети играют. Баскетбол, волейбол, футбол. Толпа на толпу, классно. Это телевидение? Да. А можно сказать? Можно тебе, мама, я в телевизоре, скажи. Мама в телевизоре. Лайки ставьте. Ставьте, да. Заходите на ютубе или где-нибудь, откройте Питер. Откройте Питер. Прям так сгуглишь и все. Вот, у меня, скорее всего, появятся новые подписчики. Ой, аноним 500 рублей, спасибо, жаль, что без сообщения. Спасибо. Это все, я напомню, собираем на поездку в Архангельск. Столица Поморья. Не дай бог соберем много, на Соловки полетим. Соловецкий монастырь, вот это все. Ветер и песок. Вот. Ага, сегодня, в принципе, ветреный день по всему городу.
Так если по всему городу ветреный, представляете, какой здесь ветер тогда на берегу Финского залива. Еще такой немаловажный и интересный факт. Берегу Финского залива рознь. Сейчас попытаюсь объяснить. Наша Маркизова лужа такой имеет, ну вот, вид тарелки, да. В центре, можно сказать, Васильевский остров. Ну, если мы стоим лицом к Финскому заливу, смотрим на Кронштадт, на берегу Васильевского острова, то у нас слева будет как раз вот берег и вот этот остров Канонерский и Ленинский проспект и Петергоф. Справа у нас будет парк 300-летия, Беговая станция метро, Сестрорецк и дальше Комаровский берег. Комарова, Репино, Солнечная, Зеленогорск. И вот эти два берега слева и справа, они абсолютно как будто две разных истории. Справа песчаный берег, шикарные пляжи, сосновые рощи. Слева же мелкий такой, илистый, заросший тростником берег. И вот на таком берегу у нас Стрельно, на таком у нас берегу Петергоф, на таком у нас берегу Оренбаум с Ломоносовым. Сейчас вот меня будет поправлять, что есть что, но ничего, для этого я иногда ошибаюсь. Ох, какие домики. А справа, вот на правом берегу, где Комарова, Репино и вот это Сестрорецк, там у нас дачи. Там у нас шик, блеск, красота. Так, у меня вопросики, что это такое под зеленым тентом. И где же все-таки будет станция метро? Где-то здесь, говорят люди, строится новая ветка петербургского метрополитена. В проекте она коричневого цвета. О, прикольно, балкон обшили деревом. У кого еще балкон обшит деревом? Ставьте плюсик в чат. Так, друзья, я, видимо, вы не пишете, потому что я не реагирую на чат, но я рассказываю и иногда-то все-таки в чат заглядываю. Так что пишите. Если я первый раз не отреагировал, напишите еще раз в чат. Со второго раза я постараюсь увидеть. Тут, по идее, мы сейчас подходим как раз к Ленинскому проспекту снова. Сейчас достану карту, посмотрю. По какой улице мы идем вообще? Проспект Кузнецова. Кузнецов тоже капитан, маршал, генерал. Кто Кузнецов, ну, по крайней мере, его именем у нас адмирал Кузнецов. Адмирал, да, назван один из флагманов флота. Один из, так что меня не ругайте, если вы только о Петре Первом знаете, но еще и есть адмирал Кузнецов новый. Потому что одного Кузнецова продали индусам. Так, что здесь строят? Реконструкция автомобильной дороги по объекту реконструкция Ленинского проспекта от Брестского бульвара до улицы Доблести. Окей. Так вот, у нас одного Кузнецова продали индусам. Из него сделали авианосец. Там какой-то Брахма-Шмахма теперь называется. Ну и после построили новый флагман и назвали его вновь именем Кузнецова. Ну вот это как раз улица, по которой мы шли. Это у нас он. Ну и так у нас Ленинский идет. Сейчас пойдем по Ленинскому. Ладно, Роман, большое спасибо, что прогулялся по этому району. Обязательно посмотрю прогулки по Ленинскому в записи. До встречи. Пока, 14. Пока. У меня балкон застекленный еще по-советски. Вот-вот.
Так, какая этажность в этих зданиях? Мария, сейчас посчитаем. Сейчас где-нибудь остановимся и посчитаем. Обязательно, да. Самому интересно, что-то я только сам забыл. Так. Надо было по диагонали бежать. Потому что здесь все стройка. Так, давайте постоим, посчитаем. Черт побери, фиг с ним. Неправильно я пошел. Так. Я про масло спрашивал. Вологодское. Вкусное. Да, Елена, отличное. 82% вологодское масло. Отличное. Вкусное. Отличается от того, что у нас продают. Во-первых, я, наверное, в магазине, да и вы вот попробуйте у себя в Калининграде найти именно 82% масло. Будет какое угодно, но меньше, но не 82. Так что все-таки эта жирность на вкус влияет. Давайте в этом доме посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В этом доме, вот в этой секции 20 этажей. Там сложнее посчитать, но примерно тоже так, но я думаю не больше 25, не больше. Не знаю, каких годов это застройка Ленинского, но не такая, мне кажется, начало 2000-х, 10-е годы, скорее всего. Тут у нас есть и панельки, не помню эту серию, 70-е, 80-е года, кирпич, 80-е, 90-е, наверняка. По этой дороге, опять же, можем, наверное, выйти к проспекту Ветеранов. А что гадать? Я сейчас на карту гляну. Снова кода нет для донатов. Сейчас починю. Сейчас посмотрю только еще раз. Маршала Захарова, Кузнецова и да, на Петерговское шоссе. Нет, до Ветеранов далеко. Что-то это я ляпнул. Петерговское шоссе и там Ветеранов. Ой, далеко до Ветеранов, далеко. Так, кода для донатов нет. Дочитаю чат и обновлю. Так, Джордж, поздравляю, что вы делаете хорошее видео. Спасибо, это прямо, да, мой поклон. Спасибо вам за оценку. Так, настоящее масло сейчас только в деревне, где там можно найти. Нет, Алексей, я же был в Вологде. В Вологде есть отличнейший молочный молокозавод. Все признают, что их продукция на уровне, на высоте. Я вот это не снял, надо было рилс запилить. Вы когда-нибудь видели или покупали сметану из бидона? Из бидона сметану. То есть там привозят громадный бидон, который, не знаю, на колесиках до пояса. И тетя берет пакет, берет половник и этой поварехой в пакет отгружает на весах сметану. И местные так сметану покупают. И им норм. Классно, свежайшая сметана, только что сделанная, скажем так. Ну и масло. Масло, конечно, хорошо. Это не какой-нибудь вам этот Воймикс. Масло Рама. Все вспоминаем 90-е. Как мы ели это масло из нефти сделанное. И, в принципе, ели же. Здоровые, целые. Правда, что-то раковых много стало. Но это ладно. Не связанные, наверное, вещи. Не знаю. Так, вообще некогда смотреть, отправил прогулочные анонимно. Это от вас, значит, был Александр, отлично. Так получилось, тоже считаю километры. Я хоть масло не люблю, но я с Алексеем полностью согласен. А улица или проспект Добровольцев далеко ли? Давайте проверим. Крутите барабан. Рубрика. Ай, слово я забыл. Добровольцев. 3 километра отсюда до Добровольцев. Я не знаю, насколько это как бы будет видно, но вот красная точка это мы сверху, и красная большая жирная, и красная линия вертикальная это у нас улица Добровольцев. Так что да, далековато. А мы с вами идем вот сюда,
Финскому заливу. Видите, голубенькая. Мы сейчас дойдем до водички и пройдемся по набережной. Я покажу место местного отдыха населения. Шашлычное место, соответственно. Масло сливочное есть еще 82. Ирбитское. Красная упаковка, вкусная. Не спорю. И радовались, что оно не замерзнет. Так, я работал на молочном производстве. Я видел, как масло в сметану делают на заводах. Ну, видите. Ну, вообще Вологда как-то в целом, сама Вологодская область, мне показалась далеко не захеревающей. Вот так вот скажу по-русски. Все там отлично. Поля вспаханы. Все там коровники, совхозы, и вот это все работает. И это все осваивается и живет. Это меня очень приятно удивило. Причем поля не просто какой-нибудь там, да, трава растет, ее косят и типа там на этот закручивают вот эти вот бобины, вот эти громадные из сена, которые потом пакуют в целлофан, и они там всю зиму лежат. Вот такие поля я видел очень много как раз в Архангельской области. Просто вот на корм. А в Вологде, ну там все-таки поюжнее, чем в Архангельске, поля еще пашут и сеют, и что-то ростят. Все-таки юг, поюжнее. Что творится вообще в направлении Ростовской области, там, конечно, хлеборобы мне расскажут, как у них там. Ну, тоже все хорошо, тоже ездил. Волгоград, Волгодонск. Там тоже, в принципе, все хорошо. Ой, машины. Ветер в лицо. Не знаю, надеюсь, вам это все вы не слышите. Я, конечно, могу сейчас переключиться на другой микрофон, дабы вы это оценили. Вот. Но не буду. Да, есть. Так, это про масло. Спасибо за ответ. Наверное, я или кто-то другой ответил. Не помню. Извините. Прикольно. Идешь. И у тебя внезапно тротуар заканчивается. Это нормально, нет? Как вы считаете? Гениально. Ну, прикольно. Архитектура. Мне вот чем-то нравятся такие нестандартные решения, конечно. Мы делали, там, строили из того, что было, я так понимаю. Ну, это какой-нибудь привет 90-е. Наверняка, а может 2000-е, не знаю. Красиво когда-то было. Сейчас попроще гораздо. До сих пор вот там между домами видна стройка. До сих пор осваиваются площади. Ну а вот впереди-то уже виднеется, кстати, по-моему, да, морской фасад, или как правильно этот ЖК называется. Откуда вы мне там привет передавали пламенный? Мы к вам идем. Сейчас я посмотрю. На карте наверняка это указано. А может и не указано. Паруса. А, это ЖК Паруса называется. К Парусам идем. К Балтийскому бульвару. Там, кстати, в том районе у нас такой мост, над названием которого очень долго и много спорили. И в итоге его назвали мост имени Ахмата Кадырова. Да, была такая дилемма, был спор в обществе, как его назвать. Вот тут, видимо, кому-то кто-то хотел угодить. По-моему, Анны Ахматовой мост хотели назвать. И был вариант вот Ахмата Кадырова. В итоге победил Кадырова. Не знаю, мы сейчас, если выйдем до конца, возможно, увидим. Знакомый житель Ростовской области рассказывает, что собирают по 2 урожая картошки за сезон. Так да,
В Ташкенте, мне кажется, там по 3 этих соберут, а в Ростовской области, в принципе, с их климатом, наверное, можно успеть. Рано сеешь, поздно убираешь. Где-нибудь в июле убираешь, тут же сеешь. Апрель, май, июнь, июль. Потом что, июль, август, сентябрь. Может быть, до октября. Ну, картошка что же такая, поливать надо. Если не поливать, то она может и не вырастет. Не знаю. Вот это ТЭЦ как раз виднеется. Видимо, где-то здесь застройщик КВС. Видимо, вот у кого-то здесь родственники живут. Я вот не знаю, назвать это типовым, не типовым, но хотя бы какой-то разные цвета присутствуют. Красненькая, синенькая, оранжевенькая, снова красненькая. Так, опять долгие светофоры, очень долгие. Причем тут светофоры реализованы как в Вологде, кстати. То есть сначала машины в одном направлении, потом машины в другом направлении, а потом третий шаг — это пешеходы идут во всех направлениях. Вот в Вологде я заметил такие светофоры почти везде. Ну и вот здесь, в этом районе Петербурга, на Ленинском проспекте, также реализовано. Так, кому интересно, где мы сейчас находимся, назову пересекаемую нами в данный момент улицу. Улица Доблести. У нас Ленинский проспект и улица Доблести сейчас. Там пляж есть, да, Банка, там пляж есть. На Елагине завтра праздник тюльпанов, вот только с тюльпанами беда. Мало, наверное, погода вина. Да, тюльпаны в редких случаях где-то повылезали. Но, как я помню, фестиваль тюльпанов на Елагином — это очень много клумб. Это просто клумбы, запиханные тюльпанами, и все. И вы там по Елагину острову ходите от клумбы к клумбе и просто смотрите, читаете названия. Такой, сякой, мохнатый, бархатый, желтый, фиолетовый, переливом. И все, вот вам весь фестиваль тюльпанов. Плохо отрекламировал, ну уж извините, как есть. Без прикрас, что называется. А еще и вход платный на Елагин остров по выходным, так что думаете, на цветочки бесплатно посмотреть? Не тут-то было. Так, я сейчас залезу в чат, посмотрю, что я там напропускал на самом деле. Я напропускал я, наверное, много. Так, вот чат. Обновить. Так, Краснопутиловская улица, где рядом, кажется, мы там недолго проживали, Мария говорит. Да, я тоже на Краснопутиловской проживал. Знакомый житель Ростов. Так, спасибо за ответ. Так, я работал на заводе. Так, господи, пропади. Покупаю из Белоруссии. Елена говорит про масло, видимо. Так. Я сливочное масло не люблю. От слова совсем, хотя в холодильнике валяется пачка масла. Слушайте, я тоже как бы так очень спокойно к маслу отношусь. Но иногда прям вот хочется. Или в кашу кинуть, или в макарохи. Или просто на хлеб намазать с сахарочком. Так. Все, хочу поменять балкон, но стрёмно менять при такой обстановке. Согласен, Игорь. У вас там вообще хер знает, что завтра будет. Небоскребы, а я маленький такой. Да, ладно, дальше все листать не буду. Если что, пишите мелким шрифтом. Да, я еще... друзья, я сейчас У нас в питомнике за 1000 рублей можно срезать 50 тюльпанов. Ничего себе. Так, перезапускаю картинки на экране. Надеюсь, QR-код появится.
Так, сейчас зайду на Рутюб, посмотрю. Так, QR-код так и не появляется. Что такое? И девочка у нас на камеру плясала. Что за напасть-то такая с картинкой? Не хочется выводиться QR-код. Но если что, друзья, ссылки на донат в описании. О, появился. Кадр, когда по-прежнему QR-кода по-прежнему нет. Ну, вроде вот появился. Там стена. Вот такая вот с этими цветными историями. Вроде бы как бы даже смотрится повеселее. Вроде бы. Но это не точно. Да? Опять же, первый этаж высокий, с пандусом. И коммерческий. И уже со второго этажа начинается жилая история. Насколько помню, вот эти дома в каждом подъезде или на 2 подъезда свой мусоросборник. Ну, точнее, как бы не эти. Мусоросборник в плане, что труба, в которую вы с этажа выкидываете. А вы с пакетами спускаетесь на первый этаж, но это во дворе все происходит. И там отдельное помещение с контейнерами. И вы туда относите свои пакеты. То есть прямо рядом с подъездом. Не знаю, как эта история сказывается на наличие крыс в доме. Но по двору мусор, по крайней мере, там вам носить не надо и не разлетается. Там никакие бомжи в мусорке не справляют свою нужду. А вход как бы в мусорку, он через по пикалке от домофона. То есть еще и мусор просто так не выкинешь. Это я вот конкретно вот про эти дома говорю. Бывал в этих дворах. Поэтому и говорю, что видел. Так, откуда столько энергии? 2 часа гуляете, подскажите, как вытащить себя на улицу и гулять столько же, сколько и вы. Арина, это тренировки. Арина, это все скилл. Любой навык надо прокачивать. Поэтому начните с малого. Ходите вокруг дома, потом вокруг 2 домов. Ходите не в ближайший продуктовый магазин, а который подальше. Соответственно, тут как-то будет расхаживаться. Вот, поэтому начинайте с малого. Ведь костер начинается с искры. Так что надо начать. Ну и в одно рыло, конечно, это все сложно. Ведь самый коварный враг — это ты сам. Почему? Да потому что с самим собой договориться гораздо проще, чем с кем-то. Если вы найдете сопрогульщика, чуть не сказал собутыльника, ну и может быть собутыльника найдете, сопрогульщика, вам вдвоем будет проще, легче и веселей. Надо будет с кем-то поговорить, что-то обсудить. Так что уже 2 фактора. Это тренировки, это надо ходить. И второй фактор — это надо это делать с кем-то. Для меня, знаете, я, может быть, опять же, ни перед кем никаких условий не ставить. Писать на ходу, да еще на Невском, это искусство. Да, Александр Пермяк, соленые уши. Вы по Невскому идете, наслаждайтесь историческим моментом. А вы тут еще на наши спальники заглядываете. Давайте исторический центр изучайте, наслаждайтесь, а не нашим стримом. Вот так вот я выгоняю со стрима наших дорогих сопрогульщиков. Что поделать? О, кстати, смотри, трамвай едет, у него рога сложены. Такой вот это комбинированный электробус.
Хотя здесь вроде провода есть, троллейбусные, трамвай сказал, да? Троллейбус, электробус, комбинированный. То есть у него часть маршрута идет по проводам, а часть он едет на батарейках. Ой, там школа какая громадная. Интересно. Блин, громадная, правда? Шкаленда. Как будто из нескольких корпусов. С женой хожу. Ага. Вот тут еще какой-то пустырь нарисовался. Наверняка его застроят. И мною озвученные, но близко не показанные эти многоуровневые парковки автомобильные. Сейчас вот мы на перекресток выйдем. Я приближу этот момент и сам автопарковку. Коих здесь, повторюсь, все-таки больше, чем обычно. Мне это непривычно. Вот даже сейчас уже можно приближать. Вот видите, вот это вот оранжевое с такими на сером фоне. Ты куда лезешь? Тоже, наверное, 4-5 этажей. Наверняка это парковка. Вот такие кубики здесь строятся. Тем самым здесь в районе решается проблема с автопарковками. Или вот эта вот вся история с этим пустырем как будто специально задумана. Как говорится, воздуха. Ой, кто это написал-то? Вознесенский. Воздуха. Телепается, смотрите, там этот змей воздушный. Я сначала думаю, что за птица на одном месте, а это воздушный змей. Очень хочется зайти в булочную или вот где-нибудь вот в торговик здесь. Кстати, это, по-моему, первый торговик, который здесь у нас на пути в этом районе встречается. Ну, по крайней мере, здесь есть продуктовый, есть какой-то фастфуд, пекарни. Но интересно мне, кто тут запустил этого змея летучего. Гоу на Рубинштейна 13. Нет. Финаль. Мы не в центре. Какой бультерьер интересный. Так, кстати, часы тут мне что-то говорят. На часах должен быть идти этот трек записываться. Опять по традиции я трек нашей прогулки, сегодняшней запись выложу в Телеграме. Так что переходите в Телеграм-канал. Я не помню, там ссылки в описании есть или нет, но Телеграм-канал так называется. Откройте Питер. Прогулки по Петербургу. Всегда можно найти. Также канал можно найти легко на Рутюбе, во Вконтакте. Название аналогичное. Все легко везде находится. Яндексом проиндексировано. Кстати, я смотрю по статистике на Ютубе, по каким словам вы меня ищете, или по каким словам вы меня находите, а именно вы ищете прям откройте Питер и в поисковике набираете. Бах. Ну и пусть лежит, да? Что такого? Главное, все такие с одинаковыми сумочками. Сейчас это стильно, модно, молодежно, что ли. Опа.
Вот, кстати, вот тот мост, видите, беленький, сейчас я приближу. Торчит такая с канатами. Это как раз у нас мост имени Ахмата Кадырова. Ну и за ним у нас ЖК, какая там жемчужина, нет? Так, Александр, ну это я тебе, Роман, припомню, жена ворчит, и ты выгоняешь. Я же за правду, Александр. Ну, объективности ради. Ну, побудь с семьей. Корюшка продается. Ладно. Кто еще корюшку в этом году не ел? Александр, обязательно корюшку отведайте. У нас как будто бы закат уже, я не знаю. Так, люди бегут, я не побегу. Нафиг надо. Скажем дружно, нафиг нужно. Ну, интересно, такой вот, реально пустырь. Как будто бы вот сюда что-то просится. Высокое какое-нибудь. И ничего, как будто парк. А сейчас заглянем, пока есть время, я загляну в карту. Может быть, действительно здесь какой-нибудь сквер имени кого-нибудь. Нет, на карте просто зеленая зона. Может быть, когда-нибудь что-нибудь построят, я не знаю. Ой, автобус очень близко проехал. Нам буквально пройти еще один квартал, и мы окажемся уже на берегу Финского залива. Не посмотрел, как ЖК называется. Вот, который у нас там за мостом Ахмата Кадырова. Балтийская жемчужина. О, все, Балтийская жемчужина. Там у них и торговик, и ЖК вот первые. У меня там, я не знаю, до сих пор ли живет или нет. Кстати, Огни залива, вы просили, жилой квартал, пожалуйста. Вот Огни залива, там где-то залив, но огней пока не видно. Вот будет строиться. Какой возможный вид. Опять же, это все рендеринг. Там у нас Лахта-центр. Залив, где-то Стрельня. Ой, молчу. Там столько напридуманного и многое не реализовано. Но это ладно, это я про Лахту. В каком она сейчас виде. Жемчужная плаза. Но это этот. Да, торговик. Жемчужная плаза. А так это район, как-то принято как-то называть Балтийская жемчужина. То есть где живешь, Балтийская жемчужина. Жемчужной Балтийской. Язык заплетается. Вот вы про энергию говорите, а вот у меня уже заканчивается. Как будто бы. Я тут пока тоже разговаривал. Опять чат не досмотрел, что-то сообщения ушли. Сейчас закину глаз. Так, корюшка пошла. Корюшка уже отходит. Корюшку уже, слушайте, ну уже все, уже съели всю корюшку. Александр Пермяк, зайдите обязательно и найдите где-нибудь, где корюшка будет. Если где-нибудь по пути встретите Бирхаус, в Бирхаусе была корюшка. И там, в принципе, неплохая порцайка. Много накладывают корюшки. В принципе, даже с одной порцайки, обязательно еще тартар соус возьмите к ней. Даже без гарнира. Я вот захавал одну тарелку и прямо хорошо. Объелся, ну правда, это все пивом было заправлено. Объелся так, что это на кровати пузом кверху всплывал еще на полночи. Так что корюшку надо быть в Петербурге весной, в сезон. Корюшку надо съесть. Я люблю корюшку мелкую. Я ем ее целиком, с головой, с плавниками, совсем. Вот крупную, конечно, тут уже надо почистить, потому что там кость крупнее, она уже не так приятно хрустит.
Вот, и в зубах застревает. А мелкая вообще перемалывается на раз. Наверное, вот это огни залива, нет? Как? Вот это весь квартал, не квартал, я не знаю. Цвета, конечно, приятные, но однотипная. Ну, хотя бы балкончики переходные интересные. Да, это вот переходные балконы. Это не квартирные. Вот, соответственно, можно туда зайти, подняться на какой-нибудь верх и это посмотреть на залив. Я отказался на эти выходные дни, выпустить я в Москву, а вот потом, ну, в принципе, можно будет в какой-то день там. Самокатчики наши всеми любимые. Так, в субботу, воскресенье в Петропавловской крепости будет праздник корюшки. Во, сходите обязательно. Не знаю, там в каком видео ее будут делать. И опять же, вот что в Петропавловке когда происходит, это куча людей и очереди. Все любим постоять в очереди. Я не люблю. Я эти все очереди пытаюсь обходить стороной. О, прикольно, там даже парковка под крышей. Как будто бы. Я не знаю, можно попробовать зайти в парадную, подняться наверх и с балкона посмотреть. Но пока мы едем в лифте, есть риск, что пропадет интернет и стрим прервется. Поэтому не прерываем, топим до талого, ну, то бишь до залива. Так, такая корюшка вкусная. Такая, что я целиком ее ем. В целом, да. Ну, опять же, я целиком ем не только корюшку. Я и навагу могу мелкую целиком съесть. Ну, понятно, что у наваги у нее башка большая, надо бошку отрезать. А мелкую навагу я могу с костями, с хребтом всю съесть. Крупную навагу надо чистить. Вот. Но опять же, навага это из тресковых рыба. Корюшка-то нет. Корюшка там как-то это своя история. Вот. Всю мелкую рыбу, которая пожаренная, опять же, она после термической обработки, у нее кости становятся, ну, мягкие, они не колятся, они жуются отлично, на вкус не влияют, поэтому целиком все это дело съедается. Не переживайте. Но опять же, видите, я с детства к рыбе приученный. Я рыбу как семечки. Так, переходим здесь. Вот. Вы попробуйте леща поесть этого костлявого. Ну и то, один лещ громадный, который какой-нибудь со сковородку запеченный в духовке, он уничтожается буквально за час. Просто пальцами раз. И в рот. Да какой за час, за полчаса на изи. А он костлявый, зараза. А тут-то, господи, ешь не хочу. Кучу людей не пойду. Ну вот, такая вот у меня антиреклама. Уж извините, но опять же, я говорю как есть. И говорю свои эмоции. А ваши ощущения, наблюдения, ваш опыт может быть совершенно другим. Дело ведь случая. Кому как, с чем повезет. Но мне чаще или не везло, или ну просто статистика. Тут уже, видите, впереди у нас пустота, никаких домов. А это значит, что у нас вот этот ЖК Паруса. Почему Паруса, сейчас вы поймете. Работает дантист, но дантист автомобильный, он тут немножко шины чинит, выездной. Хорошая опция. Вот, удобненько. Вот. Так, лещ это деликатес. Ну, кому как, знаете. Я леща вот этого вот, блядь, со сковородку на удочку ловил в детстве.
А дед сетями вылавливал, пачками. Лещ — это обычная рыба наша, северная, речная. Причем круглый год. Сеть — это все, ну, браконьерство. Вот. Но опять же, если ты живешь у реки, ты питаешься с реки. Это же браконьерство не в промышленных масштабах, а дабы себя прокормить. Я вам больше скажу. Когда я был маленький, семга еще заходила в Двину, и дед, это как бы семгу нельзя было ловить. И дед семгу в чемоданах домой носил с реки. Идет себе человек с чемоданом, вот этим, знаете, коричневым, картонным, вот этим советским. Идет по городу себе вот с чемоданом. Че бы с чемоданом не пойти, да? А вот он идет. А у него в чемодане семга там. Зато домой. Все в дом, все в дом. Уже виднеется вода. Так, буду в России, обязательно попробую. У нас таких рыб тут не продают. Да слушайте, лещ-то, наверное, и нигде не продают. У нас в ресторанах какой-нибудь судак. Да, судак будет. Что еще в ресторанах? Форель. Что еще в ресторанах? Скумбрия какая-нибудь на мангале или еще что-нибудь. Леща в ресторанах вы не найдете. Щуку, да, вы тоже не найдете. Навагу тоже вы не найдете. В сезон корюшка в Питере, да. Опять же, в каждой, там на Черном море какая-нибудь барабулька в сезон, опять же. Нормально? Аноним 200 рублей. Привет из Самары. Привет в Самару. Да кто-то голодным, купи булочку с изюмом. Да, Сибас, Дорадо. Вот, да. Вот Сибас, кстати, такое себе. Дорадо получше будет. Сибас отсюда. Вот, нет. Что-то Сибас мне, по-моему, не понравился. Я последний раз его брал. Вообще, это желе, вот это, по-моему, это же Сибас такой. Фу, такое. Ой, мерзкое. Итак, вот. ЖК паруса. Ап. Все увидели паруса? Вот они. Семга дикая, отличная рыба, но треска и мойва лучше. Ну, я бы, слушайте, тут нельзя, Александр. Как можно сравнить? Есть семга, есть треска. Их нельзя ставить в один ряд. Надо и семга, и треска. Тут нельзя или. Абсолютно нельзя или. Если мы сейчас про речных рыб заговорим, налим. Налим шикарен. А стерлядка? Уха из стерлядки. Мое почтение. Вот эта вот древняя рыба, бескостная. Там же один хрящ. На хряще мясо. Варится целиком. Ну да, ты кишки почистил, все, с башкой, совсем вот это вот. Чтоб глазки беленькие там плавали. Ох, стерлядочка. В ухе особенно. Так. Ага. Вот и все. И смотрите, у нас шли с вами по Ленинскому проспекту. И Ленинский проспект прямиком у нас выходит на залив. И сейчас попробуем отсюда рассмотреть Кронштадт. Вижу вижу Петровский фарватер. Кстати, облагородили набережную. Раньше здесь вот этого ничего не было. Раньше это лет 5 назад. Вот мне как 10 лет назад. Здесь были камни, песок и глина. Сюда люди приходили на эти камни, расставляли свои мангалы и в этих камнях мангалили. Как вам видок? Вид имеет. И прямо здесь в камнях люди отдыхают. А летом сюда приходят, здесь купаются. Вообще все хорошо. Никого ничего не останавливает. Что мы видим? Мы видим Лахту-центр, пожалуйста. Намыв на Васильевском острове. Вот эти дома справа от Лахты. Ну,
через. Дальше будут плавающие небоскребы, да, под этим. Ну и вот на фарватере эти суда, они как раз идут по Петровскому фарватеру. Прямиком на Кронштадт. Этот островок, это намыв, когда Петровский фарватер копали, то есть землю никуда не возили, ее в сторону откидывали. Вот. И где-то там у нас, в принципе, должен быть Кронштадт. Но величины... Наверное, вот он. Вот эта пуговка на горизонте, такой прыщик, это собор в Кронштадте морской. Скорее всего, это Кронштадт сам. Да, да. Увидеть отсюда Петергоф, наверное, тоже не получится, потому что вот эта вся темная линия, это как раз там Петергоф, Стрельная и все-все-все. Кронштадт, а дальше Хельсинки. Ну, тут у меня камеры точно до Хельсинки не хватит. Что, давайте прогуляемся здесь по набережной. Посмотрим, оценим, как тут все дело организовали. Здесь даже как-то так, не знаю, в какую сторону пойти. Давайте сначала сюда, вправо. Ну или влево, я не знаю. Опять же, все для людей. Спортплощадки, лавочки, скамейки, лежаки. Так, нет, туда дальше не пойдем. Пойду в другую сторону, друзья. Хочу в самый конец здесь, как раз до маршала Кутузова дойти. По набережной все-таки, вот этих вдоль парусов. Сейчас прогуляемся. Так, у меня жена от твоей рекламы рыбы в восторге. Придется, надо идти есть корюшку. Обязательно. Ну, блин, вот оно в сезон, понимаете? Я вот приезжал на Черное море прошлым летом, хотел барабульку, но не было ее уже. Там была какая-то вяленая, пареная, какая-то квелая, вонюлая, и, ну, просто я не попал на нее. А я даже не знаю, что такое барабулька. Салака, да, например, в Калининграде. Или что там, Елена из Калининграда, Елена Кёник. Напомни, пожалуйста, как у вас вашу местную калининградскую рыбку? Салака ведь? Вот это вот сырую рыбу. Я даже как-то забыл, как она называется. Надо съездить, все вспомнить. Начал забывать. Непонятно, что это. Вот. Поэтому я к чему? В сезон, ну вот, местечковая какая-то история, ну надо ее использовать. Опять какая-то вот для детей, уже для поменьше. Лавочки для мамашек, для мамочек с крышами. Отлично. Вот, соответственно, блин. Если надо, то да. Вот. Если надо, то непонятно. Очень неадекватная молодежь, очень бурная и ярко реагирует на человека с камерой до сих пор. Ну, уровень. Показывают уровень. Скумбрия. Не-не-не, Елена, нет. Которую сырой кушают. Скумбрию у вас на мангалах запекают, да. Да, солонина, шмаланина. Корюшка тоже есть. В сезон 1200. 1200 за кило? Или за порцайку? Подождите, что такое 1200?
Не, Ирина, не килька, нет, не килька был. Пиламида? Да, пиламиду же сырой-то такой. Ее подсаливают, лучком приправляют и тоненько нарезают. Пиламида же. А что скажете про нашу каспийскую рыбу? А что про 1200 за кило, дорого. 1200 за кило дорого. У нас, когда корюшка пошла, первые цены были, конечно, 2000, потом полторушечка, потом 1000, 750, а мелкая корюшка 350 за кило. Мелкую, честно, признаюсь, я предпочту крупной. Мелкую я выберу, скорее всего, первее. Вот, строганина из пиламиды. Так вот, ну опять же, местечковая история. Опять же, в хорошем смысле местечковая. Судя по камням, у нас отлив сейчас. Признаюсь честно, мне пиламида не зашла. Слишком просто. Опять же, я человек, который семгу свежую ем. Сильно соленую, слабо соленую, но семга, жирная рыба. А пиламида, она для меня показалась какой-то слишком простой и постной. И то, что ее приносят в ресторанах у вас, как-то прямо вот вообще не зашла. Или просто плохо сделали, или не знаю что. Вот. Но скумбрия, да, вот скумбрию в зелике на закате хорошо заходит. Небо-то каково, да? На широком угле особенно. И вот у кого-то здесь отличные виды с балкона на закат. Друзья, здесь же, да, закат. Вот тут я начал завидовать. А когда-то у меня был вариант купить квартиру здесь. Но я выбрал не здесь. По другим объективным причинам. По тем же, по каким, наверное, я сейчас бы здесь не выбрал, но с учетом, что здесь построят метро, и вот с учетом, что есть метро, было бы, я купил бы здесь квартиру. Но метро здесь 10 лет назад еще не было. И не предвещалось вообще ничего. Может быть, вы просто любите жирную рыбку, да? Да. Я люблю рыбку, которая прямо, с мясом, с жиром. Палтус копченый. Я даже сейчас представляю запах. Вот обычно к бабушке придешь, холодильник откроешь, оттуда как копченой рыбой пахнет. И все, больше ничего не надо, рыбу, да, и все. Мяса не надо было, понимаете? Я же говорю, я вырос на рыбе. Роман, пора освежить память. Я подумаю над этим. У нас сейчас форель разводят, и у нас в Петрозаводске есть, был, кстати, в этом году случай, когда в Петрозаводске там арендуют озера, озер там много, вот, и в озере разводят форель. Или в садках, или на вольном выгуле, в зависимости от размера озера. Вот. И как-то в одном из этих хозяйств форелевых на Большом озере у них форель сбежала. И мужики, эту форель ловили там чуть ли не вилами. Столько форели было. Вот, она же дикая, жрет все. Вот, там кузовами вывозили. Да, кстати, кузов рыбы. Как вам тоже такое? Это у меня тоже дедушка. Я рассказывал про чемодан. А бывало, что и просто в кузове. Кто-то в кузове грибы носит, а кто-то рыбу с реки. Так. Откуда на машине полдня выезжать надо, наверное. У нас сейчас форель разводят. Так, на этом пляже купаться невозможно. Огромные камни на дне. Невозможно нормально в воду зайти. Так а вы что? Вы зашли до колена, дальше сели и поплыли.
И также обратно, максимально брюхом чиркая о камни, доплываете до берега и встаете и выходите. Все, я вот тут так купаюсь. Ну, когда сюда, бывает, приезжаю летом. Понятно, что не сейчас. Роман, похоже, вы проголодались, как минимум надо кофе выпить с булочкой. Мария, да, я это прочитал и проголодался. И сейчас закончим, и я тут как-нибудь дворами буду добираться через булочные, потому что надо еще и найти где-то кустики. Смотри, там что-то катаются в чем-то. Как будто бы на водных мотоциклах. Блять, почему мне лайки поставили? Вот так вот развлекаются у нас. Быстро идут, слушайте. Вот на такой скорости, не дай бог, свалишься. Можно все себе хлебало разбить об воду, как ни странно. Вот выезжать на фарватер строго запрещено, насколько мне известно. Но это ладно. Читала я про побег форели. Смешно, да? Видите, опять же, не придумываю. Ничего нет себя. Только факты. Аргументы и факты. Вот, тот самый... Кстати, вот эта туча, возможно, это дождь. У нас сегодня по прогнозу в 10 вечера дождь. Он идет с юга. Мне надо скорее домой убегать. Я-то живу на севере. То есть я еще сейчас буду от грозы убегать. У нас сегодня ночью по прогнозу дождь. Дождь. Сильный дождь. Так, конечно, сейчас показываю неприглядную вещь, но показываю как есть. Вот эта куча мусора. Она же не сама сюда пришла. Люди, уходя с берега, оставляют все в куче и ждут, что кто-то другой придет и за ними уберет. Люди свиньи, люди, не делайте так, пожалуйста. Ну и, собственно, наша Маркизова лужа. Очень мелкий Финский залив. Из-за этого проблема с наводнениями была. Тут воробей кого-то ест. Ладно. Какой-то сухогруз заходит в порт. Кстати, летом люди купаются и здесь, на этом пляжике. Но вот когда отлив, здесь очень чувствуется, точнее, очень заметно, как вода начинает уходить и берег оголяется в этом месте. Запах, не скажу, что приятный, кстати. Какая рыба нынче здесь ходит? Лещ? Да. Насколько большой? С ладонь? Больше? Ну, килограмм это... Ну, так. Нормально. Ну, сковородка. Так, что еще? Окунь. Окунь неинтересно, фигня. Плотва тоже, ну, повялить можно. Судак. Заходит здесь? Судак бывает? Я не ловил, но ловили ребята. Не, просто он в Неву-то заходит, в Неве ловят иногда даже судака. Ну да. Понятно. А что, донка, да, у вас, наверное? Да. Понял. А глубоко тут? Ну, здесь 3 метра. Там побольше. Ну и все. Ну и так и до острова 5 метров. Нет, здесь Ну, фарватер-то понятно, а так-то все мелко. Ладно, спасибо. Ну, все слышали. Я не показывал человечка, но треска нет, конечно, не бывает. Треска — это северная рыба, водится в холодных водах Северного Ледовитого океана. Какая-нибудь Баренцево море и вот туда севернее. Да, угольная гавань. Опять же, почему? Да, ну, потому. Ну, я тут уже про вот эту местность сейчас говорить-то не буду. Понятно, что у нас там Канары, Белый остров и вот это вот порт и все. Так. Угольная гавань, самая дешевая корюшка на Рубинштейна. Александр Пермяков. Ну, кстати, да, Александр, на Рубинштейна там есть недалеко от Толстовского дома рыбный ресторан. Я собственной персоной на фоне уходящего, господи,
уходящего солнца и рыбака, который рассказал, что ловится лещ с килограмм. Давайте все-таки. Ветер сильный, понимаете, ладно. Буду в солнечных лучах и с микрофоном. Друзья, вот такой Кировский завод. Кировский район, микрорайон юго-западный. Осетра ловит. Не, осетр это Каспий. Короче, да, если кто-то спрашивал за каспийскую рыбу, осетр, но опять же, я из осетровых только эту стерлядку ел. 3 часа, 3 часа, ну в смысле 3 часа это я как немец показываю, да, вот 3. Загибаем или разгибаем. Собственно, друзья, такой вот район Петербурга, спальничек, все хорошо. 3 часа погуляли, пятничная солнечная погода нам соблаговолила. Все, за сим заканчиваю, за сим убегаю. И думаю, до этого хватит нам развлечений. Подписались, лайк, колокольчик, вот это все, ракета в топ. И что там еще надо нажимать, отправлять, дабы не пропустить, подписаться. Все, я, наверное, все сделал. Обо всем напомнил. И там донаты можно и после стрима тоже отправлять. Все ссылки в описании. С благодарностью и честью прощаюсь. Пока-пока. Ветер вырывает телефон из рук. Лахта-центр.